его обвинили в убийстве приемного отца и бросили в яму, куда сбрасывают весь мусор со всего мира, ему пришлось сражаться с гигантскими монстрами, сделанными из мусора, чтобы выбраться и отомстить. Мир разделен на две части. С одной стороны, чистый город, где живут богатые люди, а с другой — трущобы, где живут такие же люди, как и они. Единственное, что остается неизменным, это яма, куда сбрасывают весь мусор, включая преступников. Богатые люди, живущие в городе, без колебаний выбрасывают даже слегка поврежденные вещи. Например, женщина, которая говорит своей дочери выбросить только что купленную игрушку щенка, потому что она сломалась. Говорит ей, что игрушка станет некрасивой, если ее попытаются починить, и они могут просто купить другую позже. Девочка не возражает, и ее мать выбрасывает щенка вместе с другим мусором в маленькое отверстие для мусора, которое ведет прямо к грузовику в подземном туннеле, ведущем к гигантской свалке. Однако молодой Руда тоже находится на свалке и наблюдает за тем, что везут грузовики. Он пробирается на свалку и заходит в одну из комнат, но, к сожалению, один из охранников слышит какой-то шум и сразу же заглядывает внутрь, чтобы найти того, кто роется в мусоре. Охранник врывается в комнату, направив пистолет на Руда, называя его отвратительным выродком, который угрожает красоте города, собирая мусор. Руда даже не отвечает, потому что слышит это каждый вторник. Но затем охранник поднимает тревогу и вызывает подкрепление. Когда прибывают другие охранники, Руда бросает в них несколько мешков с мусором, и чистюли не могут справиться с сырыми яйцами на своей форме. Поэтому они просто смотрят, как он забирается по вентиляционной трубе, ничего не делая. Руда вылезает из трубы возле выхода. Но ворота закрываются прямо перед его носом, и тут появляются другие охранники. Куча. Да, я. На следующий день по городу распространяются новости о мусорщике, и люди обвиняют в этом жителей трущоб. По другую сторону стены жители трущоб точно знают, кого винить, потому что Руда не в первый раз забирается на свалку. Они думают, что однажды его поймают, и большинство из них надеются, что так и будет. Руда не обращает на них внимания и открывает свой магазин, чтобы продавать найденные им отремонтированные вещи. Когда его подруга Чива приходит туда, чтобы накричать на него, она спрашивает, зачем он так рискует, чтобы копаться в мусоре горожан. А он отвечает, что этим богатым ублюдкам все равно, что выбрасывать совершенно пригодные вещи. Ему жаль, что они их выбрасывают, поэтому он их забирает. А поскольку он может заработать на их продаже, это даже лучше. Чива, кажется, понимает его, но тут появляются трое парней, которые зажимают носы и говорят, что здесь воняет мусором. И просят Чиву держаться подальше от Руда, иначе она тоже будет пахнуть мусором. Они оскорбляют его толстые черные перчатки, которые он не стирал с тех пор, как Обама был президентом. И говорят, что от одного их прикосновения у любого появится сыпь. Один из парней пинает фонарь, который только что починил Руда, и говорит, что никто не купит у него этот мусор. Он говорит, что руки Руда еще более отвратительные, чем перчатки, поэтому он их прячет. Руда молча слушает все, что они говорят, но когда один из парней называет его сыном убийцы, он внезапно приходит в ярость. Однако парни не останавливаются. Они говорят, что трущобы были созданы для того, чтобы держать преступников в тюрьме, а люди, которые сейчас там живут, их потомки. Поэтому они всегда стараются поддерживать свою репутацию, но отец Руда опозорил их, став убийцей. Руда больше не может терпеть оскорбления и смотрит на парней убийственным взглядом. Они обделываются и тут же убегают, продолжая проклинать Руда и говорить, что однажды он станет убийцей, как его отец. Руда снова начинает чинить фонарь, а Чива говорит ему, что верит, что он хороший человек и никогда не станет таким, как его отец. Он смущается, услышав это, но прежде чем он успевает поблагодарить ее, внимание Чивы привлекает игрушка-щенок, которую он нашел на свалке прошлой ночью. Оказывается, Руда принес щенка в подарок ей. Но прежде чем он успевает отдать его ей и повысить свой рейтинг, приходит мама Чивы и забирает ее. После этого Руда идет домой и видит, что его приемный отец Рито ждет его. Рето вдруг начинает изображать, как он нервничал, пытаясь отдать щенка Чиве, и Руда краснеет, потому что не заметил, что он за ними наблюдает. Рето говорит ему, что они поговорят об этом позже, потому что сначала им нужно поговорить о небольшой поездке Рута на свалку. Рито говорит ему, что ему не нужно так напрягаться, потому что они не настолько бедны. Он думает, что Рута чувствует себя немного обязанным ему, потому что он усыновил его после того, как его биологического отца бросили в яму за убийство. Но Рута говорит, что это не так. Он говорит Рито, что считает его своей семьей и просто старается внести свой вклад. Рето просто говорит ему, чтобы он был честен и с Чивой, и Рута внезапно сильно дергается, задевая рану от выстрела, полученную прошлой ночью.
Рито тут же начинает оказывать ему первую помощь и меняет повязки на руках. Глядя на свои руки, Руда вспоминает, что они были ранены с тех пор, как он себя помнит. Люди всегда осуждали его за это, и иногда его раны начинали ужасно болеть ни с того ни с сего. Однажды Рито дал ему черные перчатки, которые волшебным образом заглушали боль. Когда Рито заканчивает обрабатывать раны Рута, он говорит ему признаться, что она скоро уедет, иначе ее уведет кто-то другой. И пока они шутят об этом, жуткий парень в маске подслушивает их разговор с улицы. На следующий день Руда наконец набирается смелости, чтобы признаться в своих чувствах Чиве, и идет к ней домой с щенком, но по дороге он видит сцену, которая не редкость в трущобах. На краю трущоб есть яма, куда сбрасывают весь мусор и серьезных преступников. Сегодня в яму бросают еще одного преступника, и Руда может только наблюдать за казнью, гадая, что происходит с людьми в яме. Тут появляется Чива и говорит, что это довольно жестокое зрелище, и Руда паникует, потому что он еще не готов с ней встретиться. Чива вдруг начинает говорить о казнях и других вещах, а потом она говорит Рута, что не хочет, чтобы его бросили в яму. Она говорит, что есть много вещей, которые нельзя выбрасывать как мусор, но это недостаточная причина, чтобы рисковать жизнью. Рута отвечает, что Рито сказал то же самое, и Чиво говорит, что это потому, что Рито тоже его любит. Рута на секунду задумывается, что Чива сказала, что Рито тоже его любит. И его мозг с 2 мегабайтами оперативной памяти понимает, что Чива имеет в виду, что она любит его. Она смущается, понимая, что ее слова можно было так истолковать, но Рута уже потерял голову. Он падает на землю, закрыв лицо руками, а потом отдает игрушку щенка Чиве, говоря, что она может не захотеть ее, потому что она из мусора. Но он подумал, что щенку будет лучше с ней. К его огромной радости Чива берет игрушку и говорит, что будет беречь ее, и Рута счастлив как никогда. Он прыгает и танцует по дороге домой, думая, что ему нужно немедленно похвастаться этим перед Рито. По дороге он натыкается на охранников, которые даже не обращают на него внимания. Но ему интересно, почему они в трущобах. В любом случае, Рута приходит домой и начинает рассказывать Рито о том, что произошло, как только открывает дверь. Но он приходит в ужас, когда видит Рито на земле, а на нем сидит жуткий парень в маске. Парень в маске оборачивается, чтобы взглянуть на Руда, прежде чем вонзить нож глубже в тело Рито. Руда теряет самообладание, увидев это, и бросается на парня в маске, но получает такой сильный удар, что даже не понимает, когда его вырубили. К тому времени, как Руда приходит в себя, убийца в маске заканчивает свою работу. Он поднимает с пола книгу и выходит на улицу, мельком взглянув на Рута, который пытается последовать за ним, но потом слышит голос Рито. Рито каким-то образом, еще жив и на последнем издыхании, говорит Рута бежать. Рута тут же подходит к нему, обещая, что поможет. Но Рито просто говорит ему бежать и изменить этот дерьмовый мир к лучшему. После этого тело Рито обмякает, и Рута не может понять, что происходит. В этот момент появляются солдаты и стреляют в Рута, считая его убийцей. Они прижимают его к земле и говорят, что он арестован за убийство, а Рута говорит им, что это был не он. Охранники говорят ему, что его слова больше ничего не значат, потому что они поймали его с поличным. Он продолжает говорить им, что настоящий убийца только что вышел из дома, и они еще могут его поймать. Но охранники даже не хотят его слушать, поэтому просто вырубают его традиционным способом, бьют по голове. Вскоре Руда ведут на эшафот, чтобы казнить за преступление. Все жители трущоб приходят посмотреть, как его бросают в яму, и даже некоторые высокопоставленные люди из главного города. Судья говорит Руда, что убийство – одно из самых тяжких преступлений, которые можно совершить. И хотя он убил простого жителя трущоб, наказание не будет смягчено. Он объявляет, что Руда будет казнен, бросив его в яму, и люди начинают аплодировать, услышав это. Рудо все еще не может поверить, что это происходит с ним, и он хочет, чтобы хоть один человек поверил, что он не убийца. Его взгляд скользит по толпе и останавливается на Чиве. Рута кричит ей, что он не убивал Рито. Он просит ее найти виновного, но она просто говорит, что доверяла ему, но он этого не заслужил. Она говорит, что он был сыном убийцы, и бросает игрушку, поворачиваясь к нему спиной. Ее предательство ранит Руда больше всего на свете, и он огрызается на людей, называя их человеческой грязью, которая заслуживает того, чтобы ее бросили в яму. Он говорит, что они здесь настоящая грязь, потому что они просто куски мяса без мозгов и воли. Он клянется, что отправит их всех в ад, но вдруг замечает, что убийца тоже среди толпы. Однако у него нет возможности рассказать об этом, потому что его сбрасывают с края. Руда кажется, что он падает целую вечность, и в какой-то момент он теряет сознание. К счастью, весь мусор на дне ямы смягчает его падение, и когда он приходит в себя, то оказывается совершенно невредимым.
Он удивляется, что происходит и как он еще жив, когда его внезапно окутывает зловоние этого места. Даже мусорщик вынужден закрыть нос, а потом замечает огромное море мусора перед собой и вещи, которые он не узнает. Руда удивляется, что это за место, когда вдруг его накрывает огромная тень. Он оборачивается, чтобы посмотреть, что происходит, и не верит своим глазам, когда видит гигантского монстра из мусора, который скалится на него. Руда на мгновение теряет сознание, увидев монстра, и вспоминает, как ему всегда казалось странным, что все так одержимы тем, чтобы отправлять мусор и человеческую грязь на дно ямы. Но никого не волновало, что на самом деле происходит с ними внизу. Они даже не задумывались о том, что еще может быть на дне, и это беспокоило его больше всего. Однако он быстро приходит в себя и бежит, спасая свою жизнь, когда гигантский монстр приближается к нему. Ситуация внезапно ухудшается, когда монстр громко рычит, и из кучи мусора выскакивают другие монстры. Они начинают преследовать Руда, который бежит изо всех сил. Но это бесполезно, потому что вскоре он оказывается в ловушке. Он задается вопросом, что это за монстры, и действительно ли они просто груды мусора, которые могут двигаться сами по себе. Монстры внезапно набрасываются на него, и он каким-то образом уклоняется от их атак. Он пытается убежать, но спотыкается и падает прямо на человеческий череп, понимая, что его ждет. Руда проклинает ублюдков, которые бросили его в это адское место, и в этот момент куча мусора, на которой он стоял, обрушивается. Руда быстро оказывается у подножия утеса, который держит монстров на безопасном расстоянии от него, но есть еще одна вещь, которая убивает Руда. Он понимает, что воздух в этом месте буквально ядовит, и если он будет дышать им слишком долго, его легкие разорвутся. Он закрывает рот и нос перчатками, надеясь найти место, где можно спрятаться и прийти в себя. Но потом он вдруг понимает, что в этом аду может не быть безопасного места. Он начинает терять надежду и внезапно выплевывает кровь, звук которой снова привлекает к нему монстров. Руда падает на землю, не в силах пошевелиться, и почти смиряется со своей судьбой, когда вдруг в его памяти всплывает умирающее тело Рето. Странная сила внезапно наполняет руки Руда, но он этого не замечает. Однако он чувствует, что его зрение меняется, и он начинает видеть свет, исходящий из кучи мусора и из железной трубы перед ним. Руда ползет к нему, решив выжить, потому что у него есть причина жить. Он хватает железную трубу и встает, заявляя, что вернется на поверхность и отомстит людям, которые отправили его сюда, и ублюдку, который убил его отца. В нем закипает ярость, и монстры подкрадываются к нему, воспользовавшись этим шансом. Однако, когда один из них нападает на него, Руда просто отбивает его железной трубой, даже не глядя на него. В результате этого удара Акин отлетает и попадает в зонтик другого жителя ямы, который удивлен, что сюда пришел кто-то, кто может сражаться с монстрами. Тем временем Руда сходит с ума, сражаясь с монстрами. Его не волнует ядовитый воздух или кровь, текущая из носа, когда он продолжает прыгать. И даже удар о огромные камни на большой скорости, кажется, не причиняет ему особого вреда. Монстр разбивает камень, на котором он застрял, и Руда выбирается наружу, таща за собой шест. Он размахивает им изо всех сил, нанося монстру огромный урон. Но тут внезапно из-под него появляется еще один монстр. Руда каким-то образом уворачивается от его пасти, но тут наконец-то сказываются последствия вдыхания ядовитого воздуха. Он снова начинает харкать кровью, и монстры пользуются этим, чтобы подкрасться к нему. К счастью, его таинственная сила снова возрастает, давая ему силы и безумие, чтобы устоять на ногах, даже когда на него одновременно нападают два монстра. Руда благополучно выходит из столкновения и использует металлический лист, чтобы разрезать череп первого монстра. Затем он нападает на второго монстра, разрубая его пополам и заставляя взорваться. После этого он делает перерыв, но тут к нему приближается еще один гигантский монстр. Увидев его, Руда решает убежать и восстановить силы, но монстр со всей силы топает по земле, создавая ударную волну, которая сбивает его с ног. Однако, когда Руда открывает глаза, он с ужасом видит парня в жуткой маске, стоящего над ним. Он задается вопросом, кто этот парень и откуда он взялся, но тот внезапно поднимает его и пинает вперед. Руда кашляет кровью и собирается дать отпор, но парень внезапно надевает ему на лицо противогаз, позволяя снова дышать. Руда в замешательстве и спрашивает, местный ли он. Он хочет узнать об этом месте и о здешних монстрах, но человек в маске просит его молчать. Очевидно, что человек с низким IQ не понимает приказов, и Руда продолжает громко расспрашивать его об этом месте. Человек в маске снова шепчет ему, чтобы он замолчал. Но Руда просит его говорить четче. Он спрашивает, находятся ли они под землей, и человек в маске наконец срывается.
Он забывает свой собственный совет и кричит на Руда, говоря, что они не под землей, а на поверхности, и что люди, живущие наверху, виноваты в том, что превратили это место в ад. Затем он говорит Руда, что гигантских монстров, сделанных из мусора, привлекает звук, и благодаря тому, что он не замолчал, они его заметили. Человек в маске говорит, что мусорных тварей нельзя победить обычным оружием, поэтому им лучше было бы тихо уйти, но они больше не могут этого сделать. К этому моменту один из монстров догоняет их, и человек в маске решает разобраться с ним в первую очередь. Из его руки внезапно вырывается золотая энергия и окутывает его зонтик, превращая его в оружие. Монстр нападает на них, но человек в маске просто размахивает зонтиком перед его лицом, используя его как ручной блендер, чтобы измельчить монстра. Куски монстра разлетаются повсюду и внезапно превращаются в пыль. Руда уже был удивлен странной силой, но теперь ему еще больше интересно, почему монстры не восстанавливаются после этой атаки. В этот момент появляется огромная толпа монстров, но человек в маске уверен, что справится с ними всеми. Он бросается к монстрам, быстро взрывая их своим зонтиком с лезвиями, а затем подпрыгивает, используя зонтик как парашют. Руда задается вопросом: это какая-то технология, которую используют люди в яме, или она уникальна для человека в маске? Тем временем человек в маске подлетает к последнему оставшемуся гигантскому монстру, который внезапно выплевывает в него шар кислоты. Он блокирует и рассеивает кислоту своим зонтиком, и кислота взрывается при попадании в мусорные кучи. Затем человек в маске использует голову монстра как опору, чтобы подпрыгнуть выше, и после этого вливает больше энергии в свой зонтик, увеличивая его размер и разрушительную силу. Он бросается к голове монстра, разрезая его и землю. Сделав это, человек в маске возвращается к Рудо, который спрашивает, кто он такой. Мужчина снимает маску и представляется как Инджин, простой уборщик, но в следующий момент от тошнотворного запаха он жалеет о своем решении. Инджин ругает Руда за то, что тот заставил его снять маску, и вдруг Руда падает. Пока он без сознания, ему снится случай из детства. Он вернулся домой после того, как другие мальчишки издевались над ним и столкнули его в канализацию, потому что он сказал им, что предметы живые, а они ему не поверили. Ректа спросил его, дал ли он сдачи, и Руда ответил, что нет. Он спросил Ректа, правда ли, что если относиться к предмету бережно, то в него вселится душа. Пока Ректа приводил его в порядок, он сказал, что это всего лишь старая легенда, чтобы люди ценили то, что у них есть. Но лично ему нравилось верить, что у всего есть душа. Руда стало еще любопытнее, и он спросил, есть ли душа у вещей в их доме, включая его перчатки. Ректа просто ответил, что если он будет относиться к ним бережно, то однажды у них появится душа. Руда внезапно просыпается от этого сна и обнаруживает, что он прикован цепью, и его тащит Инджин. Руда ругает его, просит отпустить, но Инджин говорит, что просто ведет его в безопасное место. Руда это больше не волнует, потому что он хочет вернуться наверх, чтобы отомстить, но эти слова заставляют Инджина остановиться. Он говорит Руда, что невозможно подняться обратно в место, которое они называют сферой, которая находится в небе и постоянно движется. Затем он продолжает тащить Руда, говоря, что вернуться сейчас невозможно, и ему нужно просто успокоиться и принять новую ситуацию. Руда, однако, отказывается сдаваться, говоря, что он вернется в сферу любой ценой. Он считает, что Инджин знает, как туда попасть, но скрывает это от него. И он кричит на него, чтобы тот рассказал ему все, что знает, или он будет кричать, пока не придут новые монстры. Инджин злится и говорит Руда, что расскажет ему, что это за место. Он тащит его еще небрежнее и, наконец, приводит на поляну в каньоне, которая в 100 раз чище, чем все вокруг. Инджин бросает его там и быстро уходит. Руда просит его хотя бы освободить его, но Инджин уходит, ничего не сказав. Внезапно из грузовиков выходят люди в противогазах и направляются к Руда. Он задается вопросом, не жители ли они этого места, и люди тоже очень интересуются им. Судя по его одежде, они думают, что он из сферы, и подходят к нему со своими вопросами. Руда нервно говорит им, что он упал со сферы, и люди внезапно снимают маски. Они, кажется, очень рады видеть живого обитателя сферы, потому что раньше они всегда находили только их труппы. Им становится очень любопытно, и они начинают рассматривать лицо Руда, а он тут же отходит от них. Мужчины говорят ему, что они не причинят ему вреда, и начинают развязывать его, и он думает, что они гораздо добрее, чем Инджин. Однако все это оказывается ловушкой, и вскоре Руда оказывается крепко прикованным цепью в грузовике.
Он не понимает, что происходит, но люди снаружи говорят, что им повезло заполучить настоящего живого сферита, потому что за него можно выручить огромную сумму. Они говорят, что люди платят бешеные деньги за части тела и одежду мертвых сферитов, и если они найдут редкого сферита, то сойдут с ума. Затем лидер группы говорит Руда, что люди готовы платить такие огромные деньги за сферитов, потому что ненавидят их. Он проклинает людей, живущих в сфере, которые сбрасывали все свои отходы на планету, пока она не покрылась мусором, отравляя воздух и создавая монстров. Люди, которые погибли от монстров или потеряли свои дома из-за токсичного воздуха и земли, затаили глубокую обиду на сферитов. И как только они найдут живого, они устроят ему средневековую расправу. Затем лидер решает накормить Руда чем-нибудь, чтобы поприветствовать его на поверхности, и это гнилое мясо и другие испорченные продукты. Он продолжает издеваться над ним, говоря, что такие сфериты, как он, даже не прикасаются к мусору, поэтому он не может переваривать такую еду. Однако, когда он пытается засунуть кусок мяса в горло Руда, мужчина совершает самую большую ошибку в своей жизни. Руда внезапно кусает его за пальцы, отрывая от них плоть и пережевывая ее вместе с гнилью, которую он съел раньше. Затем он начинает есть гнилую еду, говоря, что это не мусор, потому что она все еще вполне съедобна. Мужчина обмочился, потому что никогда не видел такого зверя, но это только начало. Руда злится на всех за то, что они называют вещи мусором и недостойными использования, и больше не собирается это терпеть. Его сила снова проявляется, и он вырывается из цепей. Он выпрыгивает наружу и выпускает свою энергию на землю, поднимая предметы вокруг себя. Инджин наблюдает за всем издалека и очень рад, что Руда оказался таким щедрым. Человеком, который может оживлять предметы и извлекать из них силу, как и он сам. Тем временем на земле Рута думает о словах Рита, что бережное отношение к предметам делает их живыми, и они тоже бережно относятся к своим людям. Он снимает маску и хватает цепь, которой его связали, наполняя ее жизнью и превращая в оружие. Мужчины бросаются к нему, но Руда просто бьет по земле цепью, заставляя их отступить. Их лидер говорит им целиться в цепь, потому что даритель бесполезен без своего предмета, и его людям удается быстро обезоружить Руда. Однако к их полному шоку и восторгу Инджина Руда поднимает шину и тоже превращает ее в оружие, что слишком редко встречается даже у могущественных дарителей. Он быстро расправляется с мужчинами, а затем переходит к их лидеру, который продолжает проклинать его, пока тот мочится в штаны. Но как только Руда собирается ударить его, появляется Инджин и останавливает его. Руда внезапно приходит в себя, и его сила угасает. Шина, которую он использовал, внезапно превращается в пыль, и у Руда идет кровь из носа, пока он пытается понять, что только что сделал. Инджин говорит, что такое безрассудное использование силы истощает его тело. Затем он извиняется за то, что так испытывал Руда, но хотел убедиться в его способностях. Он обещает рассказать ему все об этом мире и его силах, но взамен хочет, чтобы Руда присоединился к уборщикам, потому что им нужны такие люди, как он, чтобы сражаться с монстрами. Однако для Рута это слишком, и он говорит, что не хочет к ним присоединяться. Как оказалось, Инджин не знает, что значит слово «нет», и отводит Рута в клинику, чтобы его вылечили, и звонит своему другу, говоря, что нашел гения и завербовал его в уборщике. Рута в шоке, потому что он никогда не соглашался присоединиться к ним. Он говорит, что ему нужно немедленно вернуться в сферу, но жуткий доктор с глазами шире, чем отверстие на бильярдном столе, говорит ему замолчать. Он кричит на Руда за то, что тот вышел на ничейную землю, потому что воздух там буквально отравлен. Он называет его идиотом за то, что его похитили, и говорит ему поблагодарить Инджина, который спас его от 2 ужасных судеб за один день. Рута мысленно проклинает Инджина, а затем доктора, который оказывается пожилой женщиной и обижается, когда Рута называет его стариком. Закончив лечение, она выгоняет Рута и Инджина. На улице Рута благодарит Инджина за оплату лечения и говорит ему, что ему просто нужна информация о том, как вернуться. Он говорит, что у него нет времени становиться уборщиком или как там он себя называет. Но Инджин отвечает, что надеялся, что похищение научит его, как здесь обращаются со сферитами. Он говорит Руда, что если кто-нибудь узнает, что он из сферы, он пожалеет, что родился, и кроме того, здесь нельзя найти информацию бесплатно. Затем Инджин ведет его в заброшенный антиутопический город, но он намного лучше, чем грязный мир снаружи. Он даже угощает Руда бургером, и тот съедает его, не сдерживаясь, потому что его вырвало всем гнилым мясом, которое он съел некоторое время назад. Раньше он думал, что на дне ямы будет только мусор. Но здесь есть города, в которых живут люди. Он замечает девушку, заходящую в магазин, и начинает смотреть на нее, но затем Инджин решает преподать ему урок о поверхности. Он говорит, что мусор не единственное, что накапливается здесь, потому что эмоции тоже накапливаются в виде энергии, называемой анимой.
Мусорные звери – один из способов проявления аниме, и хотя они в основном обитают на мусорных свалках, иногда они нападают и на города. Он говорит, что обычное оружие не может навредить мусорным зверям, потому что их ядра сделаны из аниме, но перчатки Руда могут. Рута удивлен, услышав это, и Инджин говорит ему, что когда с предметом долго обращаются бережно, внутри него тоже накапливается анима. И такие предметы называют жизненно важными инструментами. Жизненно важные инструменты могут уничтожить ядра мусорных зверей, но не каждый может извлечь из них силу. Инджин говорит, что таких людей, как они, которые могут извлекать эту силу, называют дарителями и их организацией. В уборщиках полно дарителей, которые уничтожают мусорных зверей. Рута спрашивает Инджина, обещает ли он рассказать ему, как вернуться в сферу, если он присоединится к уборщикам, и тот отвечает, что понятия не имеет об этом. Рута злится на него за обман, и Инджин напоминает, что он никогда не говорил, что знает, как отправить его обратно. Однако он утверждает, что его босс очень мудрый и может помочь Рута вернуться домой. Рута злится, потому что теперь ему нужно встретиться с боссом Инджина, прежде чем принимать решение, но затем Инджин спрашивает его о перчатках. Рута говорит ему, что их подарил ему отец, и это единственное, что о нем напоминает. Теперь Инджин понимает, почему он так дорожит изношенными перчатками, и говорит Рута, чтобы тот обращался с ними бережно, потому что в них сильная душа. Рута расстраивается, потому что все остальные всегда смеялись над его перчатками, но затем Инджин получает сообщение и решает встретиться с другом по работе. Рута внезапно встает и благодарит его за все, а Инджин в ответ бросает ему мешочек с деньгами, говоря, чтобы он был осторожен с ними. Рута не может поверить, что он дает ему деньги вдобавок ко всему, что уже сделал для него. Но Инджин говорит ему, что это не имеет значения, потому что он заработал деньги, продав свою одежду. Вот как он смог вылечить и накормить его, так что ему даже не нужно его благодарить. Рута приходит в ярость, услышав это, но Инджин говорит ему, что он все равно не мог ходить по городу в одежде из сферы. Он говорит, что сейчас пойдет к своему тренеру и просит его терпеливо ждать здесь. Рута очень злится на него, но потом замечает, что кошка забирает его деньги и убегает. Он сразу же бросается в погоню, но не может догнать кошку. К счастью, он замечает на улице палку в форме полумесяца и тут же берет ее с собой, чтобы остановить кошку. Как только ему удается прижать кошку, появляется владелец посоха, и он злится на Рута за то, что тот пытался украсть его драгоценный посох. Рута спрашивает его, что такого ценного в этом дурацком куске дерева, и мужчина еще больше злится на это. Он быстро забирает свой посох и отталкивает Рута, говоря, что тот заплатит за свои преступления. Перед этим мужчина начинает странно себя вести со своим посохом, и Рута совершенно сбит с толку. И тут он видит символ уборщиков на зонтике Инджина и понимает, что мужчина перед ним тоже уборщик. Мужчина активирует силу своего посоха и превращает его в оружие, нападая на Рута. Однако он намеренно промахивается, потому что Инджин уже рассказал ему о Рута. Затем он представляется как Занка, человек, который будет отвечать за его обучение по просьбе Инджина. Он говорит, что никогда не думал, что ему придется учить мальчишку, что нельзя воровать у других, и Рута говорит ему, что он просто одолжил палку, чтобы вернуть свои деньги. Занка говорит, что, должно быть, отец плохо воспитал Рута, и тот очень злится, потому что не может терпеть, когда кто-то оскорбляет Ректа. Однако, думая о Ректа, он вспоминает, что однажды тот сказал ему, что если он хочет, чтобы его выслушали, то должен сделать первый шаг назад в драке и попытаться понять, что чувствует другой человек. Следуя этим словам, Рута думает, что Занка имеет право злиться, потому что внезапно забрал у него его сокровища. Он чувствует, что разозлился бы, если бы кто-то по ошибке забрал его перчатки, и понимает, что это его вина. Он извиняется перед Занкой за это. И мужчина также быстро успокаивается. Он говорит Рута, что все в порядке, раз он вернул посох, и ему тоже следовало бы вести себя спокойнее. Рута совершенно сбит с толку внезапной переменой в его характере. А еще потому, что ему впервые удалось разрядить напряженную ситуацию простым разговором. Он продолжает думать, что Ректа был прав во многих вещах, и Занка помогает ему подняться на ноги. Он спрашивает его о его жизненно важном инструменте и о том, что он может с ним делать. Рута говорит ему, что его жизненно важные инструменты — это, наверное, его перчатки, но он еще не знает об их способностях. Занка осматривает его перчатки и замечает, что они действительно крутые, но Рута все еще удивляется, каким другим он кажется сейчас. Он вдруг понимает, что это должно быть потому, что он улыбается, а Ректа всегда говорил ему улыбаться, если он хочет подружиться. К сожалению, Рута никогда раньше не улыбался, и ему нужен тренер по фитнесу, чтобы научить его правильно использовать мышцы лица. К еще большему сожалению, он этого не знает и изо всех сил старается изобразить человеческую улыбку. Но в итоге получается самое ужасное выражение лица, которое Занка когда-либо видел.
Он снова набрасывается на Рута, спрашивая, что это за выражение лица. Он спрашивает, не издевается ли он над ним. И Рута спрашивает, почему он злится на этот раз, ведь это была лучшая улыбка, на которую он был способен. Занка говорит ему, что даже слепой мог бы сказать, что это не улыбка, поэтому Рута решает закрыть глаза и губы, чтобы это выглядело более естественно. На этот раз он выглядит менее жутко, но этого недостаточно, чтобы Занка перестал злиться. Он думает, что Рута слишком самоуверен, потому что Инджин назвал его гением, а теперь он над ним издевается. Он говорит, что никогда не достигнет своих целей, если будет продолжать так дурачиться. Но это была черта, которую он не должен был переступать. Рута думает о своей цели вернуться в сферу и изменить ее в соответствии с последним желанием ректа и говорит Занке, что он настроен серьезно. Он просит его перестать оскорблять его, и Занка снова достает свое оружие, говоря, что они не поладят. Рута соглашается с ним и достает металлический стержень из мусорного бака неподалеку, пробуждая его силу. Занка потрясен, увидев, что он использует случайный предмет в качестве своего жизненно важного инструмента. И он понимает, почему Инджин назвал его гением. Однако он все еще уверен, что если у Рута просто природный талант, то он не сможет победить такого посредственного человека, как он, который упорно трудился, чтобы достичь этого уровня. Рута даже не замечает, что насмешка была отвлекающим маневром, пока посох Занки не падает прямо перед ним, не долетев до него на пару сантиметров. Он вынужден увернуться и убежать, когда Занка переходит в наступление и быстро прижимает его к земле. Занка доволен своей победой, но потом замечает что-то на его лице. Он вытирает это и из любопытства нюхает, только чтобы обнаружить, что это какашки. Он приходит в ужас, когда понимает, что металлический стержень, который подобрал Рута, был частью вантуза для унитаза. Он пытается объяснить, что такое вантуз, но Рута не в настроении ничего слушать и начинает размахивать вантузом, который все еще полон чьего-то ужина. Занка паникует и изо всех сил пытается увернуться от летящих во все стороны предметов и в конце концов убегает от Рута. Рута не понимает, почему он так напуган, но это все равно работает в его пользу, поэтому он бросается в погоню, пугая Занку вантузом. После нескольких минут бега по разным переулкам, как в старых мультфильмах про Тома и Джерри, Занка выбегает на главную улицу, а Рута бежит за ним. Внезапно кошка сбивает Занку с ног, и он теряет равновесие, давая Рута шанс сократить расстояние. Он высоко подпрыгивает и со всей силы замахивается вантузом на оцепеневшего Занку. В него попадает шквал летящих какашек, и он теряет сознание, а через некоторое время туда приходит Инджин, чтобы проверить их. Он спрашивает Рута, познакомился ли он уже со своим новым учителем, и тот просто указывает на Занку, который лежит на куче мусора и ведет себя как сумасшедший. Инджин помогает ему привести себя в порядок и подвозит его. Но он не может перестать смеяться над тем, как Занка попал в просак из-за какашек. Рута тоже потрясен, узнав правду об оружии, которым он размахивал на улицах. А потом Инджин говорит ему, что Занка избалованный ребенок. И он никогда не ожидал, что кто-то будет так с ним обращаться. Рута может только смотреть на униженного Занку, когда замечает пару ботинок на заднем сиденье машины. Затем Инджин говорит Рута, что их первая встреча была не самой лучшей, но теперь Занка будет его учителем. Он хвалит его, говоря, что он самый опытный тренер, когда дело доходит до обращения с жизненно важными инструментами. Очевидно, Занка очень ценит слова Инджина и начинает хихикать, услышав это. В этот момент Инджин зовет женщину по имени Рио, которая сидит на заднем сиденье машины и спрашивает, когда она приехала. Она просыпается от дремоты и отвечает, что ей было интересно познакомиться с новым парнем. Рута может только смотреть на нее, потому что она довольно симпатичная. А потом Рио вдруг начинает играть с его волосами, потому что они довольно необычные, и он задается вопросом, не попал ли он случайно в рай. Пока он погружен в свои мысли, Инджин выезжает из города и везет их в штаб-квартиру уборщиков, расположенную посреди дикой природы. Инджин проезжает мимо разрушенных городов и подъезжает к укрепленному туннелю, проходящему через огромную каменную стену. Когда они выезжают с другой стороны, все выходят из машины, и Инджин приветствует Рута в штаб-квартире уборщиков. Рута все еще в шоке от того, что Рио играет с его волосами, и когда он идет к зданию, вокруг него начинают кружить несколько мух. Внутри здания загорелая секретарша спокойно читает журнал Playboy, и Инджин представляет ее Рута как Сею. Он говорит, что Сею присматривается ко всем, кто к ним присоединяется. Но как только он собирается рассказать о ее способностях, она вонзает вилку в Рута, убивая обеих мух одним ударом. Рута ошеломлен этим, а затем Сею приветствует его. Она говорит, что Инджин рассказал ей все о нем, но ей нужно лично посмотреть на него, чтобы оценить его потенциал. Когда она начинает смотреть в свои очки, Инджин объясняет, что это ее жизненно важные инструменты, которые улучшают ее зрение. И если она сосредоточится, то сможет увидеть, из чего сделан человек. Это новость для Рута, но у него нет времени думать об этом, потому что Сею пробуждает силу своих очков и смотрит на его потенциал. Она потрясена тем, что видит, и быстро отключает свою способность.
Когда Инджин спрашивает ее, что она увидела, она отвечает, что Рута уже спортивный, поэтому ему не нужна тренировка в этом вопросе. И у него хорошие отношения со своим жизненно важным инструментом, хотя ему нужно немного потренироваться, чтобы правильно им пользоваться. Инджин чувствует, что это еще не все, и Сею говорит, что у Рута на шее сзади какашки. Он начинает смеяться, услышав это, а затем решает отвести Рута к боссу. Но он смотрит на Сею, потому что знает, что она что-то скрывает. По дороге Инджин говорит Рута, что всего в отряде уборщиков около 100 человек, включая бойцов, охранников и помощников. Однако они всегда разбросаны по разным местам из-за своих заданий, поэтому большинство из них не в штаб-квартире. Он говорит Рута, что ему нужно встретиться с некоторыми из них, и это не займет много времени, но как только он открывает дверь в гостиную. Он видит там кучу уборщиков и тут же закрывает дверь, потому что они всегда могут познакомиться позже. Вскоре они добираются до комнаты босса, но прежде чем войти, Инджин говорит Рута не начинать разговор с вопроса, как вернуться в сферу. Он говорит ему, что за эту информацию нужно что-то предложить, и он должен начать с обещания работать уборщиком. Он также говорит ему не спрашивать о жизненно важном инструменте босса, потому что никто не знает, что это такое и какова сила этого инструмента. Теперь Рута интересуется боссом, но комната оказывается пустой. В этот момент приходит Сею и говорит им, что босс на задании и вернется через несколько дней. Рута смущен этим, но Инджин знает, что это нормально, и говорит ему, что ему нужно подождать несколько дней, чтобы встретиться с боссом. Рута злится на это и спрашивает, что ему делать, пока он ждет. Но тут появляется Рио и говорит ему пойти посмотреть, как она работает. Она говорит, что он не может стать уборщиком, пока его не одобрит босс, поэтому лучшее, что он может сделать, это пойти с ней в качестве стажера. И это тоже ей подходит, потому что она хочет узнать о нем больше. Мозг Рута перестает работать, потому что он никогда в жизни не получал такого женского внимания, поэтому он тихо следует за ней. Они идут в комнату для совещаний, где Сею объясняет, что небольшой городок, расположенный рядом с загрязненной зоной, обратился за помощью, потому что поблизости были обнаружены маленькие мусорные звери. Рута интересуется загрязненными зонами, и Сею узнает, что Инджин даже не объяснил ему основы. Она говорит Рута, что Земля разделена на безопасные зоны, где можно жить, и загрязненные зоны, заполненные мусором, где живут мусорные звери. Место, где приземлился Рута, было ничейной землей, исключительно опасной загрязненной зоной, и большинство людей погибли бы, едва ступив туда. Затем она дает Рута маску и говорит ему всегда носить ее, когда он будет в загрязненных зонах, потому что без маски он может умереть от ядовитых газов менее чем за 15 минут. Позже Рута присоединяется к Рио и ее команде на задании, и она говорит ему всегда держаться рядом с ней, чтобы он мог многому научиться. Он все еще чувствует себя неловко из-за этого, но потом начинает думать, как долго он был в ничейной зоне и сколько яда вдохнул. Затем его внимание переключается на мусор, сваленный перед ними, и он задается вопросом, знают ли люди в сфере, что на дне ямы живут люди. Однако это не имеет значения, потому что самое важное для Рута — это сама куча мусора. Для него это не просто куча мусора, а сокровищница, где он может найти полезные вещи и починить их, и никто его за это не отругает. Затем он догоняет Рио и спрашивает, кто остальные ребята с ней. Она отвечает, что они помощники, и хотя у них нет особых способностей, как у бойцов, они очень помогают в заданиях. Один из помощников протягивает Рута руку для рукопожатия, и когда он нервно пожимает ее, помощник сжимает ее изо всех сил. Рио смеется над Рута, который корчится от боли, и говорит ему, что у этого парня невероятная сила хвата, и он может голыми руками разорвать внешнюю оболочку мусорного зверя. Рута думает, что больше не выдержит эту психопатку. Когда один из помощников предупреждает всех, что приближаются мусорные звери. Рута решает внимательно наблюдать за ними, чтобы узнать как можно больше. Вскоре из жуткого мусорного леса выходит стая маленьких мусорных зверей, похожих на коз, и Рута в панике спрашивает Рио, как им справиться с таким количеством врагов. Она говорит ему успокоиться, потому что это просто слабые и медлительные мусорные звери, которые даже не могут перелезть через деревянный забор. Ее слова подтверждаются, когда мусорные звери-козлы нападают на забор и не могут его повредить, но внезапно появляется вторая волна. И в ней уже более крупные и свирепые мусорные звери. Они начинают толкать забор и ломать его, и Рута в панике спрашивает Рио, что им теперь делать. Она снова говорит Рута, что эти звери лишь немного сильнее предыдущих, и они все еще отлично подходят для тренировки новичка. Она говорит, что им нужно быстро закончить уборку, а потом вернуться на базу и устроить вечеринку в честь возвращения Рута на поверхность. Он не может поверить, что она может быть такой спокойной, когда постоянно рискует жизнью, сражаясь с монстрами. И Рио говорит ему, что если он хочет выжить на Земле, ему нужно позитивно смотреть на мир. Рута вдруг понимает, что Иджин тоже такой, и чувствует, что ему этого не хватало.
Он тоже решает относиться ко всему спокойно, но вдруг огромный мусорный зверь прорывается через баррикаду, и даже Рио паникует, увидев его. Рута поворачивается к ней, чтобы убедиться, что все в порядке, но она говорит ему, что этот большой зверь потрясающий, потому что она никогда не видела ничего более стильного. Она говорит, что это не лучший материал для обучения новичков, но она собирается повеселиться, сражаясь с ним. Она достает свои ножницы, которые являются ее главным оружием, и Рута может только ошеломленно смотреть на нее. Затем Рио активирует свои ножницы и бросает их в небо, где они становятся огромными и еще более острыми. Она ловит их ногой и бросается к толпе монстров, сбивая их с ног ударом ножниц. Рута даже не понимает, что происходит. А помощник говорит ему, что главный инструмент Рио называется потрошитель, и в отличие от обычных людей, она использует его ногами. Рута понимает, что каждый использует свой главный инструмент по-своему. Когда парень, который пожимал ему руку, говорит ему быть осторожнее с окружением. Рута слишком поздно замечает, что на него вот-вот нападет мусорный зверь второго уровня. Но, к счастью, помощник останавливает его голыми руками, а затем разбивает ему голову и бросает ее Рио, которая просто разрезает ее ножницами. Она говорит помощникам, чтобы они послали к ней еще несколько мусорных зверей, и они подчиняются, бросая в нее этих тяжелых монстров, как будто они ничего не весят. К тому времени, когда Рута осознает все это и понимает, что так сражаются уборщики, Рио уже расправилась со всеми мелкими монстрами, и остался только главный монстр. Помощники решают отключить всех мелких мусорных зверей, которые могут помешать ей сражаться, и разбегаются. Но затем Рута замечает, что один из отключенных зверей проснулся и сбивает с ног помощника. Затем он прыгает на него, и мужчина не успевает увернуться. К счастью, Рута приходит ему на помощь и говорит, что докажет свою ценность, чтобы быстро получить нужную информацию. Он превращает железную трубу в своих руках в оружие, и она превращается в шипастую баррикаду. Рута смущен этим, но потом понимает, что забыл, как использовать свою силу, потому что все это время делал это инстинктивно. Он не понимает, как справиться с ситуацией, и мусорный зверь начинает давить на него. К счастью, в этот момент появляется Рио и быстро расправляется с мусорным зверем, говоря Рута, что он поступил правильно, следуя своему инстинкту, чтобы спасти других. Другой помощник тоже приходит и благодарит ее, а потом спрашивает, победила ли она большого монстра. Рио говорит, что она разрезала его пополам, но он почему-то все еще стоит. Она не понимает, как он смог пережить ее атаку, ведь она уверена, что попала в самое сердце. Но она решает разрубить его на мелкие кусочки, чтобы он стал бесполезным. Помощники решают записать информацию о новом типе мусорного зверя, который невосприимчив к главному оружию, и уходят, чтобы предупредить об этом близлежащие города. С другой стороны, Рио бросается к гигантскому зверю, а Рута остается в замешательстве, потому что никто не говорит ему, что делать. Тем временем Рио прыгает на мусорного зверя и приземляется ему на морду, а потом перепрыгивает на голову и отрубает все торчащие оттуда трубы. Обезглавив монстра, она замечает что-то светящееся у себя под ногами и понимает, что это должно быть сердце, которое монстр пытается спрятать. Но прежде чем она успевает атаковать его, мусорный зверь начинает яростно двигаться и отбрасывает ее. Затем он снова прикрепляет трубы к своей голове и начинает с огромной силой бить челюстью по земле. Рио все еще каким-то образом держится за него, но зверь внезапно направляет свою атаку на Рута и помощников. Рута замирает, увидев, что металлические трубы летят прямо на него, но, к счастью, он не получает прямого удара. Земля под ним разрушается от ударов, и, падая, он начинает задаваться вопросом, что он вообще делает. Он думает, что не сможет отомстить за Ректа и ублюдков в сфере, и его начинает поглощать тьма. Но помощник приходит, чтобы спасти его от падения в яму и от отчаяния. Он несет Рута на плече, говоря ему, что если у него есть цель, он не должен останавливаться и должен стремиться к ней, пока может. Он говорит ему учиться у помощников, у которых нет никакой силы, но они все равно продолжают делать свою работу. В этот момент Рута замечает, что Рио снова рубит монстра, и, судя по его крикам, она понимает, что нашла его слабое место. Она высоко подпрыгивает и с огромной скоростью падает на его голову, пронзая его ножницами и вырывая сердце. Когда она падает на землю и уничтожает сердце, монстр внезапно превращается в пепел. Помощник тут же подбегает к ней и спрашивает, как она победила мусорного зверя, и она отвечает, что ударила не в сердце, а в другое место, и он умер. Она держит в руках резак для картона и говорит, что это было то, что питало мусорного зверя. И помощник не может в это поверить, потому что понимает, что резак на самом деле является главным оружием, и для мусорного зверя это не имеет никакого смысла. С другой стороны, лидер бандитов, которые собирались продать Рута, внезапно просыпается в тускло освещенной комнате. Он не понимает, где находится, когда вдруг парень, сидящий на диване перед ним, спрашивает его о местонахождении ребенка из сферы, о котором он упоминал во сне.
Вернувшись в штаб-квартиру уборщиков, Рио устраивает вечеринку в честь Рута, и вскоре туда приходит Занка, все еще сонный после долгого дневного сна. Он спрашивает Рио, что происходит, и она отвечает, что они устраивают вечеринку в честь Рута, но он тихо сидит в углу, опустив голову. Занка спрашивает, почему этот наглый ублюдок выглядит таким подавленным, и Рио отвечает, что с тех пор, как его главное оружие подвело его во время боя, он стал мрачным и грустным. Занка думает, что это печально, но переходит к новости о том, что Рио столкнулась со странным мусорным зверем. Она подтверждает, что вместо сердца, сделанного из аниме, у мусорного зверя было главное оружие, и они не были готовы к такому открытию. Рио говорит, что поскольку она все равно ничего не могла с этим поделать, она решила оставить это людям выше ее по рангу и вместо этого вернулась, чтобы устроить вечеринку. Тем временем Рута все еще дуется, когда к нему приходит лидер команды поддержки, чтобы поговорить с ним. Он представляется как Грис и говорит Рута, что вчера он отлично справился. Рута думает, что он вообще ничего не сделал, но Грис напоминает ему, что он защитил другого помощника от мусорного зверя. Рута говорит, что хотя ему это удалось, он не смог правильно использовать свою силу, и его пришлось спасать Грису и Рио. Он расстроен, потому что даже на сфере он постоянно терял контроль, и Ректо приходилось прикрывать его. Рута чувствует себя полным неудачником, который никогда не оправдает ничьих ожиданий. Но тут Грис внезапно благодарит его, полностью прерывая ход его мыслей. Он говорит, что большинство новичков-уборщиков считают помощников неудачниками без настоящей силы, но Рута был другим. Затем Грис рассказывает о Фоллоу, парня, которого спас Рута. Он присоединился к уборщикам, чтобы стать бойцом, но поскольку у него сейчас нет главного оружия, он работает помощником, храня один предмет, надеясь, что когда-нибудь он станет его оружием. Грис говорит Рута, что ему не стоит слишком много думать о том, чтобы стать сильнее или оправдать ожидания других. Он спрашивает его, чего он всегда хотел, даже до того, как в сфере все стало плохо. Рута начинает глубоко задумываться об этом. И Грис говорит ему, что если он сможет найти то, что пробудило огонь в его душе, то сможет найти свой путь. Затем он гладит Рута по голове, говоря ему верить в себя. Рута это трогает, но тут приходит и Джин и опирается на него, разрушая эмоциональное настроение. Он спрашивает Рута, почему тот ничего не ест, и тут приходят Рио и Занка. Все говорят Рута присоединиться к вечеринке, потому что он сегодня звезда, а еще потому, что еды на всех не хватит. Рута глубоко тронут тем, что все заботятся о нем, и он идет за ними. Пока они все едят, какой-то парень вдруг включает музыку и берет банки с краской. Он начинает разрисовывать стену, и Иджин говорит ему быть осторожнее с парнем по имени Гоп, потому что он делает, что хочет, не заботясь о других. Пока Гоп рисует на стене, все остальные жалуются, говоря ему подождать, пока они закончат есть. Но, как уже было сказано, ему все равно. Тем временем на первом этаже мамочка Симио возвращается за свой стол и предчувствует, что ей вот-вот позвонят. Она берет трубку в ту же секунду, как раздается звонок, и получает запрос. Она вызывает Занку и команду помощников, чтобы выполнить этот запрос. Но Занка спрашивает ее, что Рута делает с группой, если его официально не приняли в уборщики. Сяо говорит ему, что запрос, который они получили, касается Рута. Она объясняет, что запрос поступил от торговца, на которого напал мусорный зверь, когда он пересекал загрязненную зону. Он спасся, но его ценный груз был украден, и теперь он хочет, чтобы они победили мусорного зверя и вернули груз. Здесь нужен Рута, потому что груз — это живой сферит. Все в шоке, и Симио говорит, что очень редко можно увидеть двух живых сферитов на поверхности одновременно, а это значит, что происходит что-то странное. И она хочет, чтобы Рута сам посмотрел на это. Рута начинает думать об этом, и Грис говорит ему контролировать свои чувства, прежде чем принимать решение. Рута знает, что он не может правильно использовать свою силу, и это может стать обузой для команды, но он все равно хочет увидеть другого сферита, потому что это может дать ему подсказку, как вернуться на поверхность. Он решает пойти с ними, и Занке это не очень нравится, но Симио точно знает, как заставить его согласиться на все. Она говорит, что этот квест изначально предназначался для Энджина, но он сейчас занят другим запросом и сказал, что доверяет Занке. Этого достаточно, чтобы включить фаната Энджина номер 1, и он с радостью ведет свою группу через загрязненную зону. По дороге Рута спрашивает Криса, есть ли у него оружие, и тот отвечает, что у него есть нож, но он больше доверяет своим рукам. Один из помощников говорит Рута, что у Гриса тоже есть талисман, которому он часто молится, и он смущается, что его секрет раскрыт. В конце концов, он решает показать талисман Рута, говоря, что в нем нет ничего особенного, но он дает ему что-то, за что можно зацепиться. В этот момент они замечают жуткого парня, стоящего позади них.
Девушка, чьи местоимения определенно женские, говорит, что она торговец, который нанял их для этой миссии. Рута внезапно начинает задавать ей вопросы о Сферите, и торговец отвечает, что она перевозила свой багаж, когда случайно наткнулась на бессознательного Сферита. Она беспокоилась о них, поэтому забрала их, но потом на них напал мусорный зверь и похитил Сферита. Рута спрашивает торговца, планирует ли она продать Сферита, и она отрицает это, говоря, что не хочет этого делать, и ей просто очень интересно узнать о Сферитах. Занке кажется, что эта история полная чушь, как и та, к которой они направляются. Мусорные звери нападают на людей, как только видят их, и они не станут похищать кого-то специально. Он думает, что здесь что-то не так, но решает разобраться с этим, когда придет время. Затем торговец ведет их к зданию, куда убежал мусорный зверь после похищения Сферита. Зенка говорит всем быть начеку, потому что мусорный зверь может напасть на них с любой стороны. Но когда они входят в здание, то обнаруживают, что там никого нет, кроме человека на другом конце. Торговец говорит, что это Сферит, и начинает подталкивать Рута к нему, и других уборщиков тоже подталкивают. Когда они подходят достаточно близко, Рута понимает, что это не человек, а кукла, одетая как Сферит, но уже слишком поздно, потому что торговец отпрыгивает назад и говорит им поторопиться. В следующий момент земля под ногами Рута превращается в грязь, и вся группа падает на нижний этаж. Они удивляются, что произошло, и торговец спрашивает, все ли с ними в порядке. Они отвечают, что все в порядке, и спрашивают, что это за место и где Сферит. Торговец жутко смеется и указывает на Рута, говоря, что он и есть Сферит, а потом внезапно превращается в грязь и тает. В этот момент они слышат два голоса, зовущие Сферита, а затем из темноты к ним приближаются два фиолетовых огонька. Теперь Занке все понятно, особенно из-за фиолетовых электрических огней. Он знает, что люди, которые их подставили, называются рейдерами, и они даже не скрывают, что планируют украсть Рута у уборщиков. Рута в замешательстве от этой новой группы странных людей, и Грис говорит ему, что они бандиты этого мира, но что делает их опасными, так это то, что они тоже дарители. Он немедленно приказывает своей команде найти путь к отступлению, а он и Фоло будут защищать Рута. Он просит Занку разобраться с двумя рейдерами самостоятельно, и хотя Занке это не нравится, он понимает, что другого выхода нет. Уборщики бегут в противоположном направлении, и Грис говорит Рута следовать за ними. Рута говорит, что сам справится с бандой, но Грис предупреждает его, чтобы он не недооценивал рейдеров, особенно когда они не знают об их способностях. С другой стороны, Занки насмехается над рейдерами, говоря, что он всегда знал, что они придут за Рута, но никогда не думал, что они так быстро его выследят. Он спрашивает, планируют ли они продать его, потому что живой Сферит может принести им достаточно денег, чтобы жить в роскоши. Рейдеры смеются, говоря, что не планируют продавать Рута. Вместо этого им действительно интересно узнать о Сфере, а разговор со Сферитом — лучший источник знаний. Они хотят узнать много всего, особенно как он пересек барьер и не умер. Занке тоже интересно узнать о барьере, но он решает быстро разобраться с рейдерами. Он говорит, что раз они все это подстроили, ему не нужно беспокоиться о мусорном звере. Женщина-рейдер отвечает, что ему все равно придется беспокоиться о грязевых куклах, которых она может создавать по своему желанию. А Занке говорит, что может справиться с такими слабыми противниками с закрытыми глазами. Он внезапно активирует свой посох и начинает уничтожать грязевых кукол, но мужчина-рейдер прячется среди манекенов и нападает на него сзади. Занке едва успевает среагировать на его атаку и врезается в колонну. Мужчина снова прячется в грязевой кукле, и женщина-рейдер говорит Занке, что уборщики сражаются только с мусорными зверями, поэтому они понятия не имеют, как бороться с людьми. Она говорит ему, что это будет последняя игра в «Найди настоящего», в которую он когда-либо играл в своей жизни, и он готовится сражаться изо всех сил. Он продолжает уничтожать грязевых кукол, но мужчина-рейдер наносит ему удары в спину. Занке загнан в угол, и когда он пытается броситься на женщину-рейдера, чтобы победить ее, его ноги скользят по луже грязи, которую она заранее создала. Она говорит ему, что он единственный боец в группе, который может сразиться с ней, и как только он упадет, остальные члены группы будут беззащитны. Она говорит, что он скоро проиграет, но тут Занке внезапно кричит на нее, говоря, чтобы она начала подкаст, если ей так хочется поболтать. Он говорит, что раньше думал, что она управляет грязевыми куклами с помощью своей лопаты, а парень использует свой жизненно важный инструмент, чтобы наносить урон. Однако, понаблюдав за битвой, он понял, что его первое предположение было неверным. Он говорит, что мужчина просто бьет его, а его жизненно важным инструментом, похоже, являются снегоступы, которые позволяют ему легко передвигаться по твердой земле. Он говорит, что теперь понятно, почему он так легко передвигается, хотя земля покрыта грязью, и насмехается над двумя рейдерами, называя их идеальной парой. Это внезапно выводит женщину из себя, и она говорит ему заткнуться, но он, конечно, не затыкается.
Он говорит, что, возможно, у него нет опыта борьбы с людьми, но он знает свой жизненно важный инструмент гораздо лучше, чем они. Он говорит, что именно поэтому он может делать то, чего они не могут, и девушка внезапно нападает на него. Занке сильно ударяет посохом по земле, и по всему помещению разносится звуковая волна. Он чувствует изменения в вибрации, когда звуковая волна проходит через грязевых кукол, и когда она достигает той, где прячется мужчина-рейдер, он сразу же замечает его. Затем он на полной скорости бросается на него и одним ударом вырубает его, а затем бьет и женщину-рейдера. Когда она теряет сознание, ее грязевые куклы мгновенно разваливаются, и Занке говорит, что они были просто кучкой новичков. Однако позади него внезапно появляется лидер рейдеров и говорит, что ему стоит сразиться с кем-то посильнее, если он не удовлетворен. С другой стороны, Рута и остальные все еще бегут, пытаясь найти выход. Рута начинает беспокоиться, потому что больше не слышит звуков боя, и вдруг натыкается на Гриса, который нашел выход. Он отправляет нескольких сторонников наверх, чтобы они связались со штабом и вызвали подкрепление. После этого он решает вернуться и проверить Занки, но вдруг слышит, что кто-то бежит к ним. Грис думает, что это Занке закончил бой, но, к его удивлению, появляется лидер рейдеров. Все в замешательстве, а затем рейдер начинает пристально смотреть на Рута и сравнивать его черты с описанием, которое он получил от бандита, которого похитил ранее. Он внезапно прыгает на стену позади Рута и цепляется за нее, как Человек-паук, говоря, что наконец-то нашел дарителя из сферы. Как только Грис и остальные понимают, что перед ними рейдер, он ломает стену своими когтями, блокируя выход. Рейдер начинает собирать ауру, и Грис говорит ему, что если он причинит вред Рута, то станет врагом всех уборщиков. Затем он спрашивает его о Занке, но рейдер начинает рассказывать о том, как он опоздал сюда, потому что у него ужасное чувство направления. К тому времени, как он добрался сюда, остальные уже были побеждены, и ему это не понравилось, потому что это была пустая трата времени. Затем он подходит к Рута, полностью игнорируя Гриса и его вопросы о Занке. Он говорит Рута, что есть кое-кто, кто действительно хочет с ним поговорить, поэтому пока ему лучше пойти с рейдерами. Рута насторожен, когда рейдер внезапно хватает его маску и снимает ее, говоря, что она ему не нужна, потому что вокруг нет мусорных тварей. Рута спрашивает его, что случилось с уборщиком с посохом, и рейдер говорит, что у него был плохой характер, поэтому он с ним разобрался. Однако, поскольку он был сильным, он не убил его, а просто вырубил, но, возможно, ему не очень понравился яд. Затем рейдер использует свою способность пробудить силу своих колец, превращая их в металлические когти. Он говорит Рута, чтобы тот пошел с ним мирно, и никто не пострадает. Но тут на него нападают Грис и Фолла. Рейдер легко уклоняется от их атаки, а затем делает удар ногой в стойке на руках, чтобы отбросить их. Он чувствует, что у Фолла есть потенциал стать дарителем, но у Гриса нет ничего подобного, поэтому он не нужен. Однако Грис встает и говорит рейдеру, что будет защищать свою команду любой ценой, с кем бы ему не пришлось сражаться. Рейдер понимает, что он сторонник, и говорит ему, что такие слабаки, как он, ничего не стоят и не могут ничего защитить. Рута беспокоится за Гриса и говорит ему отступить, потому что бой будет слишком опасным для него, но Грис не отвечает. Вместо этого рейдер говорит Рута, что его слабый и бесполезный друг уже мертв. Его когти пронзили сердце Гриса, и он вонзает их еще глубже, пока они не выходят из другой руки. Рута может только в ужасе смотреть на это зрелище, когда счастливый талисман Гриса улетает, а его разум становится совершенно пустым. Эта сцена ужасно напоминает ему смерть Рита, и Рута инстинктивно тянется к кулону, который вызывает воспоминания о его детстве. Однажды Ректа увидел, как он бьется головой о стену, и сразу же подошел, чтобы остановить его. Он спросил Рута, что, черт возьми, тот делает, и тот безучастно ответил, что Ректа сказал ему перестать причинять боль другим, но он никогда не говорил, что нельзя причинять боль себе. Ректа забеспокоился еще больше, потому что думал, что Рута стал спокойнее после того, как боль в его руках утихла. Он спросил его, в чем причина его волнения, и Рута ответил, что ее нет. У него был только необъяснимый гнев, причину которого он не знал, но Ректа знал, в чем дело. Он понял, что Рута чувствовал, что родители бросили его, и это породило в его сердце чувство никчемности, которое и вызвало этот гнев. Ректа сказал ему, что ему нужна цель в жизни, чтобы избавиться от этого чувства, или хотя бы что-то, что ему нравится. Поэтому он вылечил Рута и отвел его на разные занятия, от книг до игр и кулинарии, но ничто особо не привлекало его внимания. Однако, когда Ректа уже собирался уходить, Рута увидел, как мужчина выбрасывает мусор, и его любопытство проснулось. Он открыл ворота, ведущие в главный город, и достал из мусорного мешка маску. Ректа последовал за ним из-за беспокойства, но затем Рута внезапно заплакал, потому что понял, что мусор — это он сам. Ректа спросил его, что он сейчас чувствует. И Рута сказал ему, что эта маска просто немного сломана, и ее не нужно выбрасывать.
Он плакал, что несправедливо выбрасывать ее, когда в ней еще столько жизни, и он хотел ее починить. Ректа понял, что это было больше, чем просто отражение проблем Рута, и он действительно увидел ценность вещей, которые другие выбрасывали. Вернемся к настоящему. Кулон превращается в жизненно важный инструмент в руках Рута, и Рейдер шокирован этим. Грис, который каким-то образом все еще жив, теперь понимает правду о способностях Рута. Он говорит, что Рута не превращает вещи в жизненно важные инструменты, а пробуждает их неиспользованный потенциал к жизни. С этими словами Рута пробуждает потенциал кулона, превращая его в жуткое разумное оружие. Рейдер действительно поражен этим и начинает пускать слюни, спрашивая Рута, что делает его жизненно важный инструмент. С другой стороны, Фола укладывает Гриса поудобнее, но он все еще в очень тяжелом состоянии. Рута благодарит Гриса за то, что тот показал ему выход из депрессии, и говорит, что без его помощи он бы до сих пор был в тупике. Однако теперь он знает, что ему нужно делать, и начнет с того, что надерет задницу Рейдеру и докажет, что тот был неправ во всем, что только что сказал. Рейдеру нравится его настрой, и он, наконец, представляется как Джабер, говоря, что ему нравятся только решительные бойцы и сильные дарители. Затем он нападает на Рута, и они вступают в серьезную схватку. С другой стороны, Грис все еще истекает кровью, и Фола беспокоится за него. Однако Грис уверяет его, что с ним все будет в порядке. Затем он начинает думать о Рута и говорит, что в прошлый раз не смог правильно использовать свои силы, потому что его истинная цель была затуманена эмоциями. Но на этот раз им не нужно об этом беспокоиться. Тем временем Рута полностью уходит в оборону, заставляя Джабера атаковать его и отступать, когда он не может найти брешь. Он пытается спровоцировать Рута на атаку, но тот просто просит его напасть, если он осмелится. Джабер говорит ему быть немного веселее и наслаждаться боем, когда снова бросается на него. Но Рута просто уклоняется от его атаки. Джабер снова нападает на него, и на этот раз Рута снова легко уклоняется. Джабер вскоре понимает, что его атаки даже не задевают Рута, который объясняет, что это из-за кулона Гриса. Грис молился талисману, чтобы все вернулись целыми и невредимыми, и это значит, что это жизненно важный инструмент, который защищает. Джабер понимает, что это увеличивает вероятность уклонения. Но он говорит Рута, что не может защищаться с помощью этого жизненно важного инструмента. Рута говорит ему, что в этом нет необходимости, сбивая Рейдера с толку. Он объясняет, что уклонялся от всего, даже не двигаясь с места, а Джабер продолжает двигаться, поэтому он может предсказать, куда тот пойдет дальше. Джаберу все равно, что он там болтает, и он снова бросается на Рута. Однако на этот раз Рута использует другую способность своего оружия, которая немного меняет траекторию Джабера, но этого достаточно, чтобы полностью вывести его из строя. Рута говорит, что не может использовать талисман для атаки, но может использовать кулаки и наносит Джаберу сильный удар в лицо. Джабер оказывается любителем боли и рад, что Рута наконец-то напал на него. Он жалуется, что это несправедливо, что игра против него. Но Рута не чувствует вины за то, что использует свой жизненно важный инструмент, чтобы избить его после того, как тот нарушил его равновесие. Джабер решает изменить свою стратегию и нападает на Рута сзади, но талисман все равно сбивает его с толку и дает Рута шанс нанести сокрушительный удар в живот. После этого Джабер снова меняет тактику боя, разрушая все вокруг, чтобы создать облако пыли, которое закрывает Рута обзор. Теперь он в полной боевой готовности, и вдруг в него летит каменный кирпич. Он уклоняется от него благодаря силе талисмана, но затем Джабер ломает колонну и бросает в него еще больше кирпичей. Рута уклоняется от них, и тут Джабер нападает на него из слепой зоны. К счастью, талисман готов к этому и снова сбивает его с толку, позволяя Рута повалить его на землю. Джабер встает и решает выложиться на полную, но даже этого недостаточно, чтобы победить Рута, который благодаря талисману открыл свой сверхинстинкт. И он может победить Джабера, когда тот приближается к нему. Он полностью избивает его и заставляет опереться на стену. Но Джабер начинает смеяться, потому что давно не получал такого качественного избиения. Затем он говорит Рута, что хорошо, что он смог насладиться атакой, потому что больше не сможет этого делать. К этому моменту Джабер понял, что талисман обнаруживает любые атаки с враждебными намерениями и убирает их с пути Рута, защищая его. Но когда он бросил в него обломки через дым, он обнаружил, что талисман никак на это не реагирует. Рута не понимает, почему он вдруг заговорил об этом, и тогда Джабер говорит ему, что в его правой лапе мощный нейротоксин. Он внезапно вонзает в себя коготь, и Рута еще больше запутывается в его мотивах. Джабер говорит ему, что теперь он потеряет сознание и будет бесконтрольно буйствовать, и он уверен, что талисман Рута не посчитает это враждебным намерением. Он просит его увернуться и постепенно засыпает. Рута может только с отвращением и шоком смотреть на него,
Но затем Джабер внезапно просыпается и, как и обещал, начинает атаковать без разбора. Джабер впадает в ярость, встает, все еще находясь без сознания, и издает оглушительный вой. Рута может только в шоке смотреть, как Джабер внезапно бросается на него, быстро вращаясь и разрушая все на своем пути. Рута каким-то образом уклоняется от атаки и не может понять, как Джабер может быть таким сильным даже в таком состоянии. Внезапно он замечает, что Фола и Грис недалеко от них, и если Джабер повернется к ним, они оба погибнут. Поэтому Рута бежит в противоположном направлении, чтобы заманить Джабера, и его план срабатывает. Джабер в ярости нападает на него, и Рута пытается использовать силу талисмана, чтобы остановить его. Но это не срабатывает, и ему приходится самому блокировать атаку, прежде чем отбросить берсерка приемом дзюдо. Несмотря на то, что Джабер разбил головой бетонный пол, он все еще в ярости, и Рута думает, что боевой опыт и решимость могут заставить людей совершать немыслимые поступки. Но тут ему в голову приходит другая мысль, и он думает, что Джабер, возможно, мазохист. Он вспоминает, как его избивали хулиганы на сфере, но он не сопротивлялся, потому что Рита сказал ему этого не делать. Мальчики спросили его, мазохист ли он, но он тогда не знал, что это значит, поэтому пошел домой и спросил об этом Риту. Теперь, когда он знает, что мазохисты — это психи, которым нравится боль, он думает, что если Джабер действительно один из них, то он не знает, как его остановить. В любом случае, Джабер бросается на него с безумной яростью, и Рута может только пытаться уклоняться от его атак. Он продолжает бежать назад, пытаясь блокировать и уклоняться от атак, но Джабер слишком силен для него. Ему удается прорваться сквозь его защиту, но как только его когти вот-вот вонзятся в него, туда прилетает посох Занки и прижимает его к земле. Рута узнает посох, и тут появляется Занка, который с трудом стоит на ногах, но полон решимости поквитаться с ублюдком, который ушел с их боя, даже не победив его полностью. Рута спрашивает его, в состоянии ли он вообще сражаться, но Занка говорит ему не недооценивать его. Затем он замечает жизненно важный инструмент, который использует Рута, и замечает, что тот, похоже, наконец-то освоился с ним. Рута отвечает, что это совсем не помогает, потому что не может блокировать атаки Джабера в его безумном состоянии. Занка понимает, что жизненно важный инструмент реагирует только на враждебные намерения, и Рута удивляется, что он уже это понял. Занка говорит ему, что пока он шел сюда, он видел, как тот сражается, и решил изучить его стиль боя, потому что это поможет ему в дальнейшем обучении. Занка говорит, что поскольку Рута не может сражаться своим жизненно важным инструментом, а он не может двигаться из-за яда, у них нет способа победить Джабера. Но у него есть идея, и он просит Рута позволить ему атаковать его всего один раз. Рута шокирован этим предложением, но Занка объясняет, что поскольку он не может хорошо двигаться, жизненно важный инструмент Рута может обнаружить его враждебные намерения и переместить его туда, куда он хочет. Таким образом, он сможет добраться до Джабера и победить его, потому что у Рута все равно нет возможности атаковать его. Рута спрашивает, что будет, если его жизненно важный инструмент не сработает, и Занка говорит ему собраться и принять удар в этом случае. В этот момент Джабер просыпается, и они оба готовятся к схватке с ним. Он бросается на них, разрубая столб, возле которого они стояли, но они оба благополучно выбираются. Занка говорит, что даже если когти Джабера заденут его, это быстро его парализует. Он злится на это и решает напасть на Рута, чтобы выплеснуть свое разочарование. К счастью, талисман работает именно так, как он думал, и перемещает его прямо к Джаберу, позволяя ему ударить ублюдка. Занка впечатлен этим, но Рута злится на него. Поскольку талисман отразил атаку, это значит, что Занка атаковал его с враждебными намерениями. Но он утверждает, что это была всего лишь небольшая проверка. Затем он возвращается к Рута и говорит, что они могут работать в команде. Он готовится снова ударить его, и в этот момент Джабер встает. Он бросается к ним, и тогда Занка атакует Рута, чья способность отбрасывает его вперед. Он снова приближается к Джаберу и наносит сокрушительный удар. Занка удивлен, что Рута так хорошо управляет талисманом и может отправить его далеко. Затем он снова атакует его, и Рута еще раз отправляет его к Джаберу. Благодаря контролю над талисманом, Занка наносит ему смертельный удар, который приводит его в чувство. Когда Джабер видит перед собой Занку, он немного возбуждается, но следующее, что он чувствует, это посох Занки, который приземляется ему на голову и на этот раз вырубает его. Когда Занка приземляется на ноги, он падает на землю. Он думает, что они выиграли бой, и Рута тоже немного расслабляется, из-за чего талисман отключается. Он внезапно превращается в пыль и рассыпается, как будто Танос просто уничтожил его, и Рута паникует. Он пытается спасти талисман, потому что он принадлежит Грису, но ничего не может сделать, кроме как смотреть, как он улетает. У него начинается паническая атака, и Занка задается вопросом, был ли талисман уничтожен из-за способности Рута или здесь что-то еще.
Рута, однако, винит себя и внезапно впадает в психическое расстройство, которое переходит в физическое, когда он падает на землю, извиваясь как рыба, вытащенная из воды. Занка видит следы когтей на его спине и понимает, что Джабер ударил его, а они этого не заметили. В этот момент он замечает, что Джабер тычет себя левой лапой и внезапно встает, совершенно свежий. Он оглядывается и говорит, что, должно быть, отлично поработал, пока был без сознания, а затем направляется к Рута. Занка просит его остановиться. Спрашивая, как, черт возьми, он может двигаться, несмотря на то, что получил столько повреждений, Джабер останавливается, чтобы рассказать о своих способностях. Он говорит, что в его левой лапе есть мощное обезболивающее, которое снимает боль, и он снова может нормально функционировать. Затем он говорит, что яд из его правой лапы, вероятно, подействует на Занку в течение 30 минут, поэтому он решает дать ему еще одну дозу, чтобы убедиться, что он не встанет у него на пути. Занка беспомощен, когда Джабер наносит ему удар, и он падает на землю. Затем он подходит к Рута, который все еще бьется в конвульсиях, и поднимает его, чтобы отнести на их базу. На этот раз Занка даже не может крикнуть ему, чтобы он остановился, и может только молча смотреть, как уносят Рута. Тем временем Джабер рад, что выполнил свою миссию, и ему даже наплевать на двух своих товарищей по команде, которые лежат без сознания в здании. Рута все еще в сознании, хотя и не может двигаться, и винит себя в том, что подверг всех опасности. В этот момент Джабер выпрыгивает из дыры в полу, которую проделал его товарищ по команде, но вместо того, чтобы оказаться внутри здания, он обнаруживает, что находится снаружи. Он думает, что это невозможно, потому что он четко помнил карту. Но тут он видит Рио, который ждет его. Инжин тоже с ней, и Джабер узнает об этом, когда получает удар зонтиком в живот и с огромной силой врезается в стену. Он каким-то образом остается в сознании и замечает, что с Инжином другие страшные уборщики. Оказывается, сторонники, которые сбежали раньше, вызвали подкрепление, и Инжин и другие были достаточно близко, чтобы вовремя отреагировать. Одна из сторонниц беспокоится, что Грис и другие могут быть мертвы, но Инжин уверяет ее, что они сильные и не умрут так легко. Он просит ее взять команду и спасти их. А тем временем Джабер начинает кричать, что они выглядят очень сильными, и он не в состоянии с ними сражаться. Одна мысль о том, насколько он беспомощен, заводит его, и Инжин потрясен, узнав, что Рута все это время сражался с этим ненормальным мазохистом. Рио замечает, что он выглядит лучше, чем она ожидала, и другие уборщики жалеют его, говоря, что он выглядит намного хуже, чем они думали. Здоровяк злится и говорит, что непростительно, что кто-то пытался навредить одному из их товарищей по команде. Но другой парень говорит ему заткнуться, потому что он раздражает. После этого Инжин говорит Джаберу, что они собираются взять его под стражу и допросить. Он спрашивает его, неужели он думал, что сможет напасть на уборщиков, а потом уползти обратно в ту дыру, откуда пришел. Джабер еще больше возбуждается, услышав это, и спрашивает, собираются ли они запереть его в тюрьме на всю жизнь, где ему придется самому придумать план побега. Он встает, говоря, что знает, что проиграет, но у него есть приказ вернуть Рута, и он не собирается возвращаться с позором, даже если умрет в процессе. Он снова активирует свое оружие, но как только он собирается броситься вперед, кто-то обнимает его сзади и говорит, чтобы он остановился. Джабер узнает в этой скромной девушке одну из своих товарищей по команде и говорит ей оставить его в покое, потому что у него еще есть задание. Она говорит ему, что время вышло, и они ничего не могут сделать, потому что здесь уборщики. Джабер все еще настаивает на том, чтобы закончить свою миссию, поэтому девушка говорит ему, что у босса была очень широкая улыбка на лице. Джабер внезапно останавливается, и девушка крепче обнимает его, чтобы удержать. В конце концов, он решает послушаться ее и вернуться домой, и когда он отходит в сторону, за ним открывается мистический портал в стене. Джабер говорит всем, что ему пора уходить, и просит передать Рута привет, потому что он сейчас без сознания из-за яда. Однако Рута все еще в сознании, и изо всех сил пытается встать и сказать Джаберу, чтобы тот остановился, потому что их битва еще не окончена. Джабер впечатлен его упорством, и Рута говорит ему, что он отплатит ему за то, что он сделал с Грисом и другими. Джабер рад это слышать и говорит, что они сразятся в другой раз, но потом замечает свои перчатки и уникальный дизайн на них. Он взволнованно замечает, что их босс будет рад узнать, что у Рута тоже есть что-то из специальной серии, и входит в портал вслед за скромной девушкой. Как только он закрывает люк, портал исчезает, и все удивляются. Позже Занка и другие спасаются из здания, и яд тоже выходит из тела Рута. Он сразу же бросается к Грису и обнаруживает, что тот все еще жив, несмотря на сильную кровопотерю. Рута извиняется перед ним за то, что сломал его талисман. А Грис говорит, что ему было очень важно это. Рута готов утонуть в чувстве вины, но Грис говорит, что если его талисман помог ему, то это было к лучшему. С этими словами последние кусочки талисмана тоже улетают. И Рута не знает, что он сейчас чувствует. Вскоре все возвращаются в штаб-квартиру уборщиков, и Рута сидит в одиночестве.
Инджин подходит к нему и спрашивает, почему он ведет себя как депрессивный придурок, когда должен радоваться, ведь он наконец-то научился пользоваться своим жизненно важным инструментом. Рута внезапно огрызается на него и говорит, что не смог спасти Гриса раньше и не может радоваться этому. Он говорит, что не смог защитить Рита в сфере, а на поверхности не смог защитить парня, который спас ему жизнь. Он чувствует себя неудачником, что бы он ни делал. Инджин говорит ему, что Грис знал, на что идет, и всегда был готов к риску. Затем он просит Рута пойти с ним, чтобы они могли отдать дань уважения Грису, который, как ни странно, все еще жив. Рута не верит своим глазам, когда видит, что Грис сидит прямо и благодарит его за то, что произошло раньше, и Инджин наконец понимает, что он был подавлен, потому что думал, что Грис умер. Он начинает трепать Рута по волосам, и медсестра тоже решает присоединиться к нему просто ради забавы. Рута смущается, но спрашивает Гриса, как он может быть жив, несмотря на то, что ядовитый коготь попал ему прямо в сердце. Грис говорит ему, что это все благодаря медицинской команде уборщиков и особенно молодой медсестре по имени Айша, которая единственная обладает целительной силой. Однако Айша довольно застенчива и страдает от низкой самооценки, поэтому ей нужны регулярные подтверждения от Гриса, чтобы поверить ему. После этого Грис поворачивается к Фу, который спас ему жизнь, когда он истекал кровью, и Фу падает на колени. Наконец он поворачивается к Рута и благодарит его за то, что он остановил Джабера вместе с Зенкой. Он также говорит ему не беспокоиться о талисмане, потому что если он помог спасти несколько жизней, значит он хорошо справился со своей задачей. На этот раз Рута верит ему и говорит Грису, что очень рад, что тот выжил. Инджин говорит, что теперь им нужно беспокоиться о том, что рейдеры будут драться с ними на вершине мусорных тварей, но, к счастью, они получили от них кое-какую информацию. В этот момент появляется высокий темнокожий уборщик и говорит о границе, о которой упоминал Джабер. И Рута спрашивает Инджина, кто этот новый парень. Инджин отвечает, что это босс, и Рута пугается, потому что не был готов к встрече с ним. Босс приветствует Рута и представляется как Корвус. Он говорит, что сначала собирался отказать Рута, когда услышал, что тот хочет присоединиться к ним, чтобы получить информацию о том, как добраться до сферы. Однако, поскольку он уже рисковал своей жизнью, чтобы защитить уборщиков, теперь он один из них, и Корвус не возражает против того, чтобы официально принять его в качестве уборщика. Затем Корвус зовет его в свой кабинет, чтобы получить униформу и узнать больше о границе. Он объясняет, что граница отделяет поверхность от сферы, и любой, кто попытается ее пересечь, умрет. Однако есть исключения из правил. Корвус начинает рассказывать историю о женщине, которая живет в ничейной зоне, ближайшей к границе. Однажды парень заблудился там и встретил эту женщину. Он спросил ее, почему она живет в таком пустынном месте, и она ответила, что наблюдает, как люди падают сверху. Женщина сказала ему, что есть люди, которые приходят и уходят за границу, не умирая, и это их единственная подсказка на данный момент. Рута понимает, что если он найдет одного из тех, кого видела женщина, он сможет вернуться домой. Корвус говорит ему, что это будет очень опасное путешествие, но Рута это не волнует, потому что он должен вернуться домой любой ценой. Однако он слишком взволнован и сразу же отправляется в ничейную зону. Фола пытается остановить его, но у него недостаточно сил, чтобы остановить Рута. К счастью, появляется Инджин и останавливает Рута. Он говорит ему, что он не может отправиться в ничейную зону с такой плохой подготовкой. Он говорит, что хорошо, что Рута теперь может использовать свои способности по команде, но они все еще не знают о его возможностях и слабостях. Рута просит его пойти с ним, но Инджин отказывается, потому что он не настолько сумасшедший, чтобы снова отправиться в ничейную зону в одиночку. Рута знает, что Инджин действительно был один, когда нашел его. В любом случае, Инджин говорит ему, что придет время, когда они отправятся на опасную территорию, но сейчас им нужно сосредоточиться на обучении Рута, изучении мусорных тварей и поиске дополнительной информации о рейдерах. Говоря о рейдерах, Рута спрашивает Инджина, как такие воры могут быть дарителями. Инджин отвечает, что быть хорошим человеком и бережно относиться к вещам — это не одно и то же. Люди, которые могут хорошо заботиться о своих вещах и пробуждать свои силы, становятся дарителями, даже если они подонки. Он добавляет, что есть люди, которые ненавидят дарителей всех видов, потому что с точки зрения обычных людей любой, кто слишком привязан к одному предмету, выглядит странно. После этого Инджин говорит Рута отдохнуть сегодня, потому что в последнее время у него было много дел. Рута подчиняется его приказу и пытается отдохнуть в своей комнате, но из-за СДВК, заполнившего 90% его мозга размером с горошину, он не может даже расслабиться. Он начинает думать, не стоит ли ему улизнуть и поискать что-нибудь ценное в мусоре, когда вдруг Рио с грохотом открывает дверь, потому что не собирается давать ему отдохнуть. Она решает показать Рута их штаб-квартиру, и он говорит, что здесь гораздо больше вещей, чем в сфере. Рио интересуется сферой и спрашивает, что он там делал. Рута рассказывает ей о своем обычном расписании — собирать мусор и получать нагоняи, а затем Рио спрашивает о еде в сфере.
Рута отвечает, что там были такие вещи, как хлеб и суп, но когда она спрашивает его о сладостях, он дуется, потому что только богатые люди могут позволить себе сладости. Рио говорит ему, что у них здесь есть сладости, и Рута не может в это поверить, пока не увидит их. Он чувствует себя так, будто нашел сокровище, когда видит тарелку, полную сладостей, и Инжин предупреждает его, что сладости вызывают большее привыкание, чем наркотики, поэтому ему следует быть осторожным, когда ест их. Затем он объясняет, что из-за загрязнения на поверхности они не могут выращивать много урожая. Но есть группа под названием «Сборщики», которая собирает дарителей, специализирующихся на кулинарии. Именно они делают и продают эти сладости. И сладости не так уж редки на поверхности из-за них. Ну, Рута дрожащими руками берет кусочек, и в тот момент, когда он впервые пробует сладости, он чувствует, что получил просветление. Он начинает поглощать сладости, как сумасшедший, и Инжин думает, что среди них есть начинающий сладкоежка. В этот момент появляется жуткий парень с соской во рту и начинает пялиться на него. И Рута задается вопросом, не хочет ли он тоже сладостей. Он не хочет ни с кем делиться, но все же заставляет себя отдать конфету чудаку, который просто выхватывает ее у него из рук и начинает грубить. Рута не обращает на него внимания и продолжает есть сладости, пока у него не начинается странная реакция, и он не превращается в воздушный шарик, что пугает Занку. В любом случае, как только Рута переваривает сладости и приходит в себя, начинается его тренировка. Но он не может использовать силу ножа, который держит в руках. Рио и Инжин смеются над ним, спрашивая, не забыл ли он, как использовать свою силу после того, как объелся сладостями, но Занка думает рационально. Он чувствует, что поскольку Рута любит чинить сломанные вещи, ему нужен какой-нибудь сломанный предмет, чтобы активировать их силу. Он тут же собирает кое-что из местного мусора и спрашивает Рута, чувствует ли он что-то подходящее. Рута тут же берет сломанный треугольник и использует свою силу, чтобы превратить его в какое-то оружие. Все впечатлены дедукцией Занки, и он польщен, когда Инжин хвалит его. Затем он просит Рута попробовать пробудить другие предметы одновременно, и ему удается превратить еще 2 предмета в оружие. Однако у него внезапно начинается сильное кровотечение из носа, и он падает в обморок, и Инжин замечает, что видел это в тот день, когда они впервые встретились. Он говорит, что, возможно, качество его перчаток настолько высокое, что его тело не выдерживает. Рута спрашивает его, что такое качество, и Инжин объясняет, что чем дольше за предметом ухаживают, тем сильнее он становится и тем выше его качество. Высококачественные предметы более мощные, но они также более энергозатратны. Занка соглашается и думает, что если Рута ухаживал за своими перчатками с детства, то они должны быть высокого качества. Однако он также задается вопросом, связано ли это с сериалом, о котором упоминал Джабер. Тем временем Рута задается вопросом, почему оружие, которое он активирует, в конце превращается в пыль. Он говорит, что сейчас с предметами все в порядке, и задается вопросом, есть ли ограничения по времени. Однако у Рио есть другая теория. Она предполагает, что предметы могут исчезнуть, потому что они выполнили свою задачу. Она говорит, что сила Рута заключается в том, чтобы чинить и раскрывать потенциал вещей, которые другие люди выбросили. Делая это, он дает предметам шанс выполнить свою задачу, и как только они это делают, они исчезают. Занка тоже соглашается с этой идеей, говоря, что талисман Гриса исчез только после того, как битва закончилась, и Рута почувствовал себя в безопасности. Инжину тоже нравится эта теория, и он говорит Рута, что не уничтожал талисман или другие предметы, которые использовал. Вместо этого он хочет, чтобы Рута думал об этом как о последнем шансе для выброшенных и сломанных предметов проявить себя. Рута наконец понимает, что его сила не в том, чтобы ломать вещи, а в том, чтобы дать им шанс проявить себя. В этот момент Рио спрашивает его о серьезных вещах, о которых упоминал Джабер, и Рута начинает задаваться вопросом, есть ли еще такие предметы, как его перчатки. Затем Рио спрашивает его, есть ли у его перчаток название, и он смущается, услышав этот вопрос. Рио говорит ему, что когда ты любишь что-то, ты даешь этому название. Ее ножницы называются Потрошитель, зонт Инжина называется Разрушитель, а Занка называет свой посох Прекрасный Помощник. Рута удивляется, услышав все это, а затем Инжин говорит ему, что скоро он придумает хорошее название для своих перчаток. Позже, той же ночью, Рута стирает свои перчатки, а когда выходит из ванной, то с удивлением видит Рио, лежащую на его кровати. Рута в шоке и спрашивает ее, что она здесь делает. Рио отвечает, что ее комната находится прямо наверху, поэтому она слышала, как он стонал и охал. Она забеспокоилась о нем и через окно проникла в его комнату. Теперь Рута понимает ситуацию, и Рио спрашивает, не было ли ему больно из-за ран на руках, которые выглядят ужасно. Он тут же прячет от нее руки и говорит, что в перчатках ему не так больно, но их нужно время от времени стирать. Рио спрашивает его, откуда эти раны, потому что они выглядят даже хуже, чем ожоги. Рута говорит, что ей нужно спросить об этом его придурочных родителей, и Рио понимает, что он имеет в виду. Она говорит, что родители дают им много всего, и травмы – самое главное в этом списке.
На следующий день Инжин ведет Рута к боссу, который говорит, что поскольку у него есть время привести в порядок свое лицо, Инжин должен закончить подготовку. Рута это смущает, и Инжин объясняет, что полное лицо означает маску, которую все уборщики должны надевать, когда входят в запретную зону. Он достает свою маску, чтобы показать Рута, а затем говорит, что среди них есть художник, который делает эти маски. Но он странный человек с синдромом дефицита внимания, поэтому не может работать, если кто-то даже упоминает о сроках. Сейчас он работает над маской Рута, и, похоже, это займет время. Корвис говорит, что пока они закончат подготовку, наложив на Рута заклинание. Это еще больше сбивает его с толку, поэтому мама-администратор объясняет, что в мусорных зонах много опасностей, и чтобы уборщики были достаточно удачливы, чтобы избежать их. Другой художник рисует на них защитное заклинание. Босс разрешил ему рисовать все, что он захочет, поэтому иногда он рисует вокруг штаб-квартиры. Но в последнее время он, кажется, занят в другом городе. Инжин говорит, что он отправляется в город художников, чтобы найти художника, и берет с собой целую команду. В команду входят Занка и Рио, а также Грис и Фоло вместе с несколькими людьми из команды Инжина. Он представляет их всех по очереди Рута, говоря, что обычно они берут с собой 5 помощников. Но поскольку запретная зона более опасна, они возьмут только 3 элитных помощников и вместо этого увеличат количество дарителей. В этот момент появляется здоровяк по имени Делман, и Рута пугается его размеров. Делман вдруг начинает кричать Рута в лицо, говоря, что он слышал историю его жизни, и его бесит, что люди в сфере дискриминируют людей. Он утверждает, что ему нравятся такие страстные люди, как он, и пытается завербовать его в свою группу. Но тут появляется его напарница Тенси и останавливает его. Он говорит, что поскольку Инжин уже завербовал Рута в свою фракцию, они не должны пытаться его украсть. Тут к ним присоединяется Инжин и просит Делмана произнести одну из своих страстных речей. Делман стискивает зубы, а Занка вовремя затыкает уши, прежде чем гигант начинает говорить о том, что они никогда не сдадутся, несмотря на трудности, с которыми сталкиваются. Его страсть заразительна, и немного поколебавшись, даже Рута присоединяется к кричащим людям. Однако, когда они садятся в машину, чтобы добраться до города художников, все замолкают. Вскоре они подъезжают к месту назначения, и Рута завороженно смотрит на него, потому что даже издалека оно выглядит как произведение искусства. Когда они подъезжают к городским воротам, Рута замечает, что все стены покрыты граффити. Но его больше интересует куполообразная конструкция. Тенси говорит ему, что в большинстве городов есть что-то вроде купола, чтобы защитить их от мусора, падающего из космоса, потому что этого достаточно, чтобы убить людей. Рута расстраивается из-за этого, но Тенси говорит ему, что он не должен чувствовать себя виноватым, потому что это вина людей, которые выбрасывают мусор. В то же время 2 мужчин у ворот пытаются войти в город, но обнаруживают, что не могут войти, хотя ворота широко открыты. Они продолжают биться о невидимую стену, но затем Инжин и его группа спокойно проходят через ворота. 2 мужчин удивляются этому, как и Рута, но Инжин говорит ему просто пройти через ворота, потому что если у него нет злых намерений, ворота его не остановят. Рута сразу же проходит через ворота, понимая, что 2 мужчин, которые застряли, какие-то бандиты. В любом случае, когда они входят в город, Рута видит еще больше граффити и пустых банок из-под краски, разбросанных повсюду. Инжин говорит ему, что многие люди на Земле любят рисовать, но большинство не уважают их искусство. Ходят слухи, что город художников был создан для того, чтобы художники могли рисовать где угодно. Рута спрашивает, пришли ли они сюда, чтобы посмотреть на эти картины, и Инжин говорит ему, что они здесь, чтобы найти дарителя, который может наложить защитные чары на что угодно с помощью своего искусства. Рута это сбивает с толку, и Инжин приводит ему пример. Он говорит, что если даритель хочет защитить стену от нападения, он может направить свои эмоции в свой жизненно важный инструмент, а затем преобразовать их в магию, нарисовав на стене. Затем он говорит, что 2 мужчин снаружи не смогли войти в город, потому что даритель нарисовал заклинание, которое запрещает людям, замышляющим недоброе, входить в город. Рута говорит, что его способности кажутся действительно сумасшедшими, и Инжин замечает, что его жизненно важный инструмент довольно редкий. Он пытается объяснить, что даритель на самом деле унаследовал жизненно важный инструмент от кого-то, когда бегущий ребенок врезается в него и падает на землю. Он пытается помочь ребенку подняться, но тот начинает плакать и убегает. Инжин ошеломлен этим, а Рио начинает дразнить его за то, что он заставил ребенка плакать. Тут появляется мэр города, и Инжин рад его видеть. Он говорит, что они пришли навестить своего друга Гоба, потому что у них есть для него работа. Он спрашивает, где он сейчас работает, но мэр с тяжелым сердцем говорит ему, что Гоб умер сегодня утром. Затем мэр ведет всех в дом Гоба, говоря, что он умер от загрязнения организма. Ему не нравилось рисовать в городе, и он отправился в загрязненные зоны, чтобы тоже рисовать. Мэр уверен, что Гоб часто забывал надевать маску, когда рисовал, и в результате смертоносный воздух разрушил его тело изнутри.
Инджин потрясен этой новостью, и, отдавая дань уважения своему умершему другу, Рута вспоминает, что однажды видел, как Гоп рисовал стену в штаб-квартире. Инджин тогда очень хорошо отзывался о нем, говоря, что он был человеком, который никогда не отвлекается от того, что хочет делать. Рута потрясен, пытаясь осознать смерть Гоба, но Тамси просит его не расстраиваться, потому что многие люди на поверхности умирают из-за загрязнения организма. Мэр говорит, что Гоб перед смертью уже выбрал себе преемника, и это был тот самый ребенок по имени Ремлин, в которого Инджин врезался раньше. Он рассказывает о том, что заклинателей выбирает бывший владелец кисти, и они сразу же становятся дарителями, получив кисть. Однако он считает, что ответственность слишком велика для юного Ремлина, потому что заклинатель — это как представитель их города. Рута потрясен, узнав об этом, но Фола и Тамси говорят ему, что передача жизненно важного инструмента — большая редкость, но это имеет смысл. Потому что сила жизненно важного инструмента уже пробудилась, и тому, кто его получит, просто нужен потенциал, чтобы стать дарителем. Затем мэр говорит, что Римлян и Гоб были как братья, поэтому им нужно дать детям время оправиться от потери. Он говорит Инджину, что из-за этого он и его друзья-уборщики задержатся. Но Инджин говорит ему, что в такой деликатной ситуации не нужно торопиться. Мэр вдруг начинает плакать, говоря, что Гоб рисовал с такой радостью в сердце, и он не может поверить, что он мертв. Инджин очень хорошо понимает его чувства, потому что он сам всегда восхищался, когда видел, как Гоб рисует с широкой улыбкой на лице. Он решает, что они вернутся позже, когда здесь все успокоится. Но перед уходом он просит Ремлин позаботиться о себе. Однако она вдруг встает и заявляет, что время грустить прошло. Это всех пугает, и Ремлин тут же выхватывает кисть у мэра и выбегает на улицу. Все следуют за ней и находят ее на крыше с банками краски. Она говорит, что хотя ей грустно из-за смерти Гоба, она знает, что он не сможет наслаждаться загробной жизнью, если увидит, что все плачут по нему. Поэтому она хочет проводить его так, как ему бы понравилось, а именно, празднуя жизнь и искусство. Она тут же активирует кисть, увеличивая ее в размерах, и рисует на земле магический круг, который превращает банки с краской в фейерверки. Когда банки с краской запускают в небо разноцветные фейерверки, все в городе вдохновляются и спешат творить. Ремлин рада это видеть, потому что именно этого хотел бы Гоб. А Рута смотрит на нее с восхищением. Вскоре после этого Ремлин рисует свою последнюю работу на лице Рута, и она очень гордится этим. Она накрасила его клоунским гримом, и Рута это не очень нравится. Но Ремлин не может перестать смеяться, глядя на его лицо. Пока Рута ругается на нее, Инджин разговаривает с мэром, говоря, что теперь они знают точные критерии, по которым заклинатели выбирают себе преемника. Мэр подтверждает, что Ремлин такая же капризная, как и Гоб. Инджин спрашивает его, сколько всего было заклинателей, и мэр отвечает, что Ремлин, вероятно, 6-й. Потому что заклинатели оставляют свою историю только в своих произведениях искусства. Тем временем Ремлин представляется Рута и спрашивает, что он хочет, чтобы она нарисовала и надела. Она начинает рассказывать о своей силе и о том, что она не работает, если ей не разрешают рисовать в каком-то месте. Инджин вспоминает, что так было и с Гобом, и спрашивает мэра, все ли заклинатели наследуют одну и ту же силу. Мэр отвечает, что у них схожие способности, но иногда бывают различия. Инджин думает, что жизненно важный инструмент дает им одинаковые способности, а разница возникает из-за различий в характере заклинателя, но Ремлин говорит ему, что он ошибается. Она считает, что их способности похожи, потому что все они кучка психов, которые любят играть на поле боя. Она говорит, что они рисуют воздушные шары и цветы, напряженные батальные сцены, потому что им нравится идея свободы и силы в их произведениях искусства. Она считает, что это решающий фактор, когда заклинатель выбирает себе преемника, но Инджин не понимает большую часть того, что она сказала. Он приходит к выводу, что у заклинателей одинаковая сила, потому что они мыслят одинаково, но Ремлин с этим тоже не согласна. Она говорит, что у них разные способы мышления, и они рисуют разные вещи. Это еще больше сбивает Инджина с толку. Он пытается понять, что именно хочет сказать Ремлин, но мэр останавливает его, говоря, что он только сойдет с ума, если попытается спорить с художником или плоскоземельцем. В любом случае Рута говорит Ремлин, что хочет, чтобы она нарисовала что-нибудь на его спине, что защитит его от одного серьезного удара. Ремлин готовится к работе и тут же превращает свою кисть в тату-машинку, чтобы сделать рисунок постоянным. Мэр и Инджин шокированы этим, потому что сначала они думали, что Ремлин просто нашла где-то тату-машинку. Но оказалось, что она может превратить кисть в любой инструмент, который ей нужен в данный момент. В конце концов, они останавливают ее, чтобы она не нанесла татуировку на тело Рута. Но Ремлин говорит, что если она нарисует краской на водной основе, то рисунок смоется после первого же душа. Однако она быстро придумывает еще одну идею, такую же озорную, как татуировка.
и просит у него разрешения наложить заклинание на его тело, не говоря, какой инструмент она будет использовать. В любом случае Ремлин накладывает заклинание не только на Рута, но и на всех остальных в группе. И с этим они решают вернуться к своей миссии. Ремлин очень устала после того, как наложила заклинание сразу на 9 человек, но все равно идет с ними к воротам. У ворот Инжин и остальные замечают двух неудачников, которых они видели раньше, и злятся, когда видят кисть в руке Ремлин. Они спрашивают мэра, как он мог позволить такой девчонке унаследовать должность заклинателя, и говорят, что они больше подходят на роль следующего заклинателя. Один из них хвастается, что выиграл знаменитый художественный конкурс, чтобы доказать свою ценность, и что он может стать лучшим заклинателем, чем какой-то сопливый мальчишка. Мэр внезапно начинает кричать на них и тут же затыкает им рты. Он говорит им, что такие позеры, как они, заботятся только о славе и даже не понимают, что значит быть заклинателем. Он говорит им, чтобы они немедленно убирались, потому что никто в канвасе не хочет видеть их уродливые лица. Бандиты быстро признают поражение перед разгневанным мэром и уходят, удрученные. Инжин замечает, что мэр, как всегда, страшен, когда злится, и говорит ему держаться подальше от ворот, потому что это вредно для его давления. После этого все садятся в машину, и Рута благодарит Ремлин за то, что она нарисовала на нем. Она самодовольно смеется и говорит ему, что скоро тоже придет поиграть в штаб-квартиру. Инжин увозит их, и Рута понимает, что они возвращаются в штаб-квартиру. Инжин подтверждает это, но говорит Рута, что перед тем, как они доберутся до базы, чтобы забрать его маску, его ждет сюрприз. Рута не понимает, о чем он говорит, пока не оказывается на складе, полном чудесного хлама. Он пускает слюни, увидев в здании целое устройство, и Инжин говорит ему не торопиться, выбирая то, что ему нравится, потому что поблизости нет мусорных тварей. Рута сходит с ума, ныряя в кучу хлама в поисках лучших вещей, которые он может починить и использовать снова. Инжин просто улыбается, видя, как Рута сходит с ума по мусору, но ни один из них не замечает, что маленький телевизор на вершине кучи мусора работает и показывает человека в перчатках, похожих на перчатки Рута. В любом случае, Рута и остальные вскоре добираются до штаб-квартиры, и их встречает странный человек, кричащий, что все готово. Рута даже не знает, кто этот парень и о чем он говорит. И прежде чем кто-то успевает ему что-то объяснить, мама-администратор говорит, что слышала о смерти Гоба. Однако прежде чем она успевает выразить свои соболезнования, сумасшедший парень перебивает ее и говорит Рута, что его маска готова. В этот момент Инжин представляет Рута парня по имени Август, говоря, что он занимается их снаряжением и что он тоже немного не в себе, потому что он художник. Затем Август начинает хвалить свою последнюю работу, говоря, что она действительно идеальна. Он говорит, что даже не видел Рута раньше, но снял с него мерки, пока тот спал. А потом он узнал все о его характере от Инжина и других. Рута в шоке, узнав, что Август вошел в его комнату и снял с него мерки. И этот сумасшедший ублюдок говорит, что ему повезло, что Рута не запер свою комнату. Рио также замечает, что Рута почти не спит, так что для Августа уже большая удача застать его спящим. В этот момент робкая медсестра, которая была раньше, подбегает к Августу и просит его замолчать, потому что он смущает ее перед всеми. Он даже не воспринимает свою младшую сестру всерьез, и Рута не может поверить, что эти два совершенно разных чудака могут быть братьями и сестрами. В любом случае, они собираются отправиться на задание. И как только они выходят из здания, Инжин просит Рута снять на минуту его чокер. Рута делает, как ему говорят, и вдруг все члены группы прокалывают и режут себе пальцы, чтобы пустить немного крови и пометить ею чокер. Рута в замешательстве от этого странного дьявольского ритуала. Но Инжин говорит ему, что их чекеры — это устройство связи, которое позволяет им общаться с другими уборщиками, у которых с ними общая кровь. Рута спрашивает, не поэтому ли все на Земле носят чокеры, и Рио подтверждает, что это работает как телефон. Она говорит, что обмен кровью создает атмосферу «умри, но не сдавайся», так что ей очень нравится эта идея, и Рута снова надевает чокер. Он задается вопросом, какая технология используется, и думает, что, возможно, это еще одна сила дарителей. Как только он выходит из своих мыслей, он замечает, что все смотрят на него угрожающе и говорят, что им тоже нужно взять у него кровь, и Рута в ужасе. После ритуала обмена кровью группа наконец садится в машину и отправляется на ничейную землю, чтобы найти женщину, которая знает о барьере. Рута взял с собой много мусора, который нашел на свалке, и Инжин говорит ему, что большую часть этого даже не будут использовать, потому что им придется идти по ничейной земле, и он не сможет все унести. Однако Рута утверждает, что это все на всякий случай, и они никогда не знают, какой инструмент им может пригодиться. Вскоре они добираются до Красной пустыни под названием Пента, которая является одной из 5 ничейных земель в этом мире. Тамси первым спускается в красный песок и, осмотрев его, понимает, что это не песок, а ржавчина.
В этот момент он замечает, что к ним на огромной скорости приближается мусорный зверь, и другие члены группы тоже это замечают. Инджин решает, что Рута должен позаботиться о мусорном звере во время своей первой охоты после того, как присоединился к уборщикам. Рута тут же спускается по песчаному склону в своей новой маске. Начинается бой, и женщина-помощник начинает записывать информацию о мусорных зверях, с которыми они сталкиваются. Рио решает сразиться сразу с 3 мусорными зверями, похожими на скорпионов, и рубит их своими гигантскими ножницами. Одна часть тела скорпиона отлетает в сторону и попадает в другого мусорного зверя вдалеке, который думает, что это сделал Занка, потому что он стоит перед ним. Мусорный зверь нападает на него и отбрасывает назад. Занка просто уклоняется, пока не находит идеальный момент для контратаки. Затем он атакует челюсть монстра своим посохом и высвобождает его истинную способность стрелять шипами перед собой, пронзая голову монстра и убивая его на месте. Однако он не может расслабиться, потому что его окружают новые монстры. Но как только он собирается сразиться с ними, Инджин бросается к нему со своим особым приемом, который уничтожает всех мусорных зверей, кроме одного. Рута решает сразиться с ним сам и бросается вперед, вытаскивая клавиатуру, чтобы сразиться с монстром. Его сила пробуждает скрытый потенциал клавиатуры, и женщина в пустыне замечает это. Вернувшись на поле боя, Рута становится клавиатурным воином, о котором мечтают все активисты Твиттера. Он может печатать только как моя 90-летняя бабушка, но как только он нажимает Enter, клавиши начинают парить в воздухе и летят в мусорного зверя, похожего на скорпиона, словно пули, и пишут слово «мудак» на его спине, прежде чем он превращается в пепел. Все монстры побеждены, и Инджин начинает осматривать мусор, спрятанный под красным песком. Тем временем Грис начинает ругать другого помощника за то, что он делает записи, когда все остальные сражаются. Он говорит ей, что это может быть опасно, если она не будет полностью сосредоточена на том, чтобы остаться в живых. Но девушка отвечает, что забудет обо всем, если будет ждать окончания битвы. Тем временем Рута пытается очистить маску от песка и грязи и замечает в облаке пыли женщину. Но прежде чем он успевает сделать шаг к ней, его находят Делман и Тамси. Рута падает на землю, испугавшись громкого голоса Делмана, который говорит ему, что он не видел его первый бой из-за песка. Рута думает, что теперь он хотя бы полезен, но вдруг Делман замолкает и смотрит куда-то прямо перед собой. Рута тоже оборачивается и в шоке видит девушку, которая весело идет к ним. Делман и Тамси настороже, потому что видят девушку, которая одета не по погоде, и говорят, что даже не почувствовали ее присутствие. Все остальные тоже собираются вокруг, и Инджин задается вопросом, не та ли это женщина из историй, которая видела, как люди приходят из сферы и возвращаются. Занка говорит, что им еще рано искать эту женщину. Инджин говорит, что они должны попытаться поговорить с ней и хотя бы спросить дорогу. Но Рио более прямолинейно и спрашивает девушку, видела ли она когда-нибудь людей, которые приходят из сферы или пытаются вернуться. Девушка подтверждает, и Рио говорит всем, что они нашли того, за кем пришли. Инджин говорит, что на этот раз им повезло, и тут девушка по имени Амма начинает кашлять. Она говорит всем, чтобы они шли к ней домой, где они смогут спокойно поговорить, потому что воздух здесь вреден для здоровья. Рио начинает подозревать ее и спрашивает Инджина, не пойти ли ей одной поговорить с девушкой, но он решает, что они все должны пойти. Он чувствует, что даже если девушка что-то замышляет, они смогут это обсудить. И если она действительно окажется опасной, будет лучше, если они все будут рядом, чтобы сразиться с ней. Но его план проваливается, и когда все добираются до дома Ама, полного мягких игрушек и жутких кукол, Инджина тошнит, и он падает в обморок. Теперь в сознании только Рута, и когда он пытается понять, что происходит, Аму озорно улыбается ему. Все началось час назад, когда Рута и его друзья решили последовать за Ама, не подозревая о ее истинных планах. Ама ведет их к своему дому, который представляет собой очень высокую башню, поддерживаемую камнями со всех сторон. Все удивлены, потому что никогда не думали, что найдут такое сооружение посреди ничейной земли. Но Рута задается вопросом, сможет ли эта высокая башня привести его к сфере. К сожалению для него, башня не такая высокая, как он думал. Ама открывает ворота и приглашает всех войти в башню. Внутри они находят огромную дверь, которая заперта на замок и цепь, и Грис замечает, что ему не нравится, как здесь все выглядит. Амма говорит ему, что это гостиная, и здесь действительно беспорядок, но они должны пройти в ее комнату, чтобы насладиться ее гостеприимством. Они следуют за ней через подозрительно ухоженную башню, и по пути Эмма просит их снять маски, потому что неприятный газ снаружи сюда не проникает. Она говорит, что это немного странно и неуважительно, если они будут ходить в масках по ее дому. Когда они добираются до ее комнаты, все снимают маски, и Ама очень удивляется, увидев их лица. Они тоже удивляются, что ее комната совсем не похожа на окружающую обстановку, и женщина-помощница тоже это отмечает.
Рута удивляется, как она смогла раздобыть столько вещей посреди этой загрязненной пустыни. Но потом Ама спрашивает их, о чем они хотели поговорить. Рута кивает Инджину, подходит к Ама и спрашивает, может ли она рассказать ему больше о людях, которые могут свободно перемещаться между поверхностью и сферой. Ама не нравится эта тема, и она говорит, что вместо этого они должны поговорить о своих увлечениях и прочем. Все ошеломлены, и Ама говорит, что ей нравятся люди с сильным запахом, и запах для нее важнее, чем лицо. Рута задается вопросом, не сестра ли это Танжира, а потом Ама делает глубокий вдох и заявляет, что самый привлекательный для нее тот здоровяк сзади. Она начинает улыбаться как маньяк, и Рута становится не по себе, поэтому Инджин решает взять разговор в свои руки. Он спрашивает Ама, не нужно ли ей заплатить за информацию о романтике. Он говорит, что они хотят знать о людях, которые могут перемещаться между поверхностью и сферой, и если она хочет поговорить о любви и увлечениях в обмен на это, он не против. Ама внезапно взрывается, услышав это, и начинает кричать, что все они эгоистичные придурки, которые пришли сюда только для того, чтобы использовать ее. Она говорит, что была очень рада, что кто-то пришел поговорить с ней, но они, наверное, не пришли бы сюда, если бы у них не было другой цели. Она начинает выходить из себя, и Инджин понимает, что все испортил. Он пытается взять ситуацию под контроль и внезапно говорит Ама, что она ему нравится, шокируя всех своих друзей. Однако он снова все портит, потому что даже Ама понимает, что он лжет. Она уходит, говоря, что ненавидит лжецов, и Инджин решает сказать самую правдивую вещь, которая приходит ему в голову в этот момент. Он говорит Ама, что ей нужно лучше прикрываться, потому что он отвлекается, просто глядя на нее. Ну, это был третий удар, и Ама окончательно выходит из себя. Она говорит, что парни, которые хотят контролировать свободу женщин, хуже всех, и активируют свои силы, чтобы сразиться с ним. Инджин все это время чувствовал, что девушка дающая, но потом Рута замечает, что на ее ботинках такой же знак, как на его перчатках. Он чувствует странный резонанс с ее силой, и вдруг Ама говорит Дилману стрелять. Инджин не понимает, что она имеет в виду, но, обернувшись, видит, что Делман направляет на него водяной шланг. Прежде чем кто-то успевает понять, что происходит, Делман стреляет в Инджино, сбивая его с ног сильным напором воды. Все в шоке, и они спрашивают Делмана, как он мог это сделать, но он явно не в себе. Рута набрасывается на Ама, спрашивая, что она сделала с Делманом. Он говорит, что на ее ботинках такой же знак, как на его перчатках, и спрашивает ее об этом. Но Ама полностью игнорирует это и возвращается к своему первоначальному вопросу. Спрашивает всех, какие люди им нравятся. Все замолкают, услышав это, и Ама спрашивает, почему они не разговаривают, ведь так и происходит общение. Она говорит, что будет неинтересно, если она будет говорить одна, потому что у нее редко бывают гости. Ама говорит, что любит гостей, кроме таких зануд, как Инджин, и просит всех вернуться к разговору. Внезапно Занка подходит к ней, потому что знает, как справиться с сумасшедшей девушкой. Она слушает только тех, кто подыгрывает ей или пытается ее остановить. Ну, он выбирает второй вариант, потому что не позволит никому, кто причиняет вред его кумиру, уйти безнаказанным. Он называет Ама коровой и говорит, что она его враг, поэтому он ее раздавит. Услышав это, Ама начинает плакать и спрашивает, как он мог назвать ее таким словом. Она утверждает, что он ведет себя с ней грубо, хотя она ничего плохого не сделала. Она говорит, что ей очень больно, но Зенкер понимает, что сейчас будет атака, и успевает вовремя увернуться от сильного удара Делмана. Занка уверен, что Делман находится под контролем Ама, как марионетка, но оказывается, что ее контроль гораздо глубже. Делман внезапно начинает кричать на Занку, спрашивая, как он мог обидеть хрупкую девушку своими грубыми словами. Он встает перед ней, говоря, что Ама — причина, по которой он сражается, и он никому не позволит ее обидеть. Пока все думают, что ему промыли мозги, Тамси утверждает, что он действительно имеет в виду то, что говорит. Он достаточно хорошо знает Делмана, чтобы понять, что сейчас он говорит серьезно, а значит, действует по своей воле. Никто не понимает, как это возможно, но потом Ама говорит им, что этот здоровяк уже давно ее фанат. Им все равно это непонятно, потому что Делман не предаст своих друзей ради девушки. Однако Ама настаивает, что он предаст их всех, чтобы помочь ей. По ее команде Делман активирует свой жизненно важный инструмент — водяной шланг, и вместе со шлангом становится больше и сильнее. Пока все готовятся к бою с Делманом, Бруто винит себя в том, что начал драку, куда бы он ни пошел. Внезапно он начинает слышать голоса, говорящие ему, что он прав, и что испорченная кровь преступника будет только создавать проблемы, куда бы он ни пошел. Когда Рута начинает погружаться в негативные мысли и ненависть к себе, он слышит голос Ама, которая говорит, что здесь есть еще один ее поклонник, и что она просто хочет, чтобы все остались здесь и повеселились.
Но если кто-то попытается помешать этому веселью, она прикажет своему второму поклоннику разобраться с ними навсегда. Тем временем Рута возвращается в свой кошмар, и на этот раз его схватывают охранники из сферы. Он начинает задыхаться, когда видит их, а затем один из охранников пытается напасть на него. К счастью, Тамси выводит его из этого состояния и одновременно спасает от атаки Делмона. Он говорит всем, что жизненно важный инструмент Делмона — это шланг, потому что раньше он любил поливать растения и смотреть, как они растут. Теперь его жизненно важный инструмент заставляет все, к чему он прикасается, впитывать воду, включая человеческие клетки. Когда человеческие клетки впитывают слишком много воды, они могут лопнуть, как воздушный шарик, мгновенно убивая цель. Но до сегодняшнего дня Делмон никогда не использовал эту способность на людях. Тамси уверен, что Делмон палил Джина сзади, чтобы вырубить его, но никто не может понять, как он мог сделать это незаметно. Тамси объясняет, что на насадке есть разные настройки, и Делмон, должно быть, использовал бесшумную насадку, чтобы его не заметили. Рио говорит парням, что они слишком много болтают, когда у них есть более серьезные проблемы, с которыми нужно разобраться. Она говорит, что кто-то должен помочь Делмону успокоиться, иначе он победит их всех, и она вызывается помочь. Она подходит к здоровяку, а все говорят ей, что она слишком безрассудна. Однако Брио верит словам Ама, что здесь есть еще один ее поклонник, и поэтому она не может доверять никому из мужчин. Но когда она оборачивается, чтобы посмотреть на них, Занка говорит ей смотреть вперед. Девушка поворачивается как раз вовремя, чтобы увидеть, как Делмон стреляет в нее струей воды под высоким давлением, которая пробивает дыру в стене. К счастью, Рио удалось вовремя увернуться от атаки, и Ама смеется над ней за то, что она не доверяет своим друзьям. Она говорит, что ничего этого не случилось бы, если бы все слушали ее и просто говорили о своих романтических интересах. Она говорит им, что у них все еще есть шанс посплетничать о романтике, и Тамси думает, что она сумасшедшая. Затем он поворачивается к Рута и говорит ему встать. Но тот дрожит, потому что его галлюцинации становятся еще сильнее. Теперь он видит Тамси и Занку как полицейских из сферы и задается вопросом, как он туда попал. Все в замешательстве, но потом замечают странный запах в воздухе. Рута тоже его замечает, и мир иллюзий вокруг него снова начинает меняться. Он слышит голос Ама, которая говорит ему, что хотя большинство людей думают только о том, что они видели и слышали, когда говорят о воспоминаниях, она думает о запахах. Ее внешность внезапно начинает меняться, и она говорит Рута, что если он не расскажет ей о своих романтических чувствах, она заставит его заново пережить свои воспоминания. Ама превращается в Чиву, девушку из сферы, которая нравилась Рута, и пейзаж меняется на скалу, где он в последний раз встречался с ней. Он не может поверить в происходящее. А потом фальшивая Чива достает игрушку, которую он ей подарил. Она говорит, что будет хранить ее вечно, но Рута злится на это, потому что она выбросила игрушку, пока он смотрел. Пока он переживает свою травму в 4 измерениях, Тамси наконец понимает, что Ама заставляет людей видеть то, что превращает их в ее союзников. Ама отвечает, что она никому ничего не показывает. Скорее, она использует свои ботинки, чтобы создать запах, который заставляет их думать о счастливых временах, и когда люди погружаются в свои воспоминания, они всегда защищают ее. Она вдруг понимает, что сказала слишком много, и Тамси и Занка снова надевают маски, говоря, что если они просто заблокируют запах, то все будет в порядке. Занка добавляет, что не все воспоминания о людях, которых они любят, счастливые. И если кто-то начал ненавидеть людей, которых когда-то любил, сила Ама обернется против нее. Она злится на это и называет его идиотом за то, что он ее недооценивает. Она заявляет, что ее сила заставляет людей мечтать только о счастливых временах, и в то же время Рута переживает эмоциональное потрясение. Хотя он ненавидит Чиву за то, что та выбросила игрушку, он не может на нее злиться. Его переполняет чувство любви и счастья, и ему вдруг хочется защитить ее. Он видит Тамси и Занку как 2 солдат, которые издеваются над Чивой, и когда она зовет на помощь, он бросается к ней, отталкивая 2 мужчин. Занка кричит на Рута, но тот слишком далеко, чтобы услышать его голос. Он все еще думает, что это солдаты из сферы, и говорит им, что он уже не тот слабак, каким был раньше. Он заявляет, что теперь у него есть сила защищать людей, которых он любит, и он использует эту силу, чтобы надрать им задницы. Занка и Тамси понимают, что ситуация ужасная, но вскоре становится еще хуже. Рио и Фола тоже попадают под влияние способности Ама и идут к ней, говоря, что будут защищать ее. Только Занка, Тамси и Грис сейчас в здравом уме. И пока они думают, как выбраться из этой ситуации, Тамси решает использовать свою способность на своих друзьях, хотя никогда этого не хотел. Тем временем Делмон вспоминает счастливые моменты своей жизни, когда он вместе с женой выращивал растения, потому что она их любила. Она была счастлива, когда после долгих усилий им удалось вырастить первое растение до приличных размеров. Но Делмон хотел наполнить их дом растениями, чтобы показать, что надежда может процветать даже в таком загрязненном мире, как их. Теперь сила Ама заставляет его думать, что она его жена и Рута. Рио и Фола тоже находятся под влиянием подобных иллюзий.
Она спрашивает Зонку и Тамси, думают ли они, что смогут победить ее, и Тамси достает свою палку для наматывания ниток и превращает ее в посох. Делмон думает, что Тамси и другие — это бандиты, которые причинили боль его жене, и злится на них. Он бросается на них одновременно с Руто и другими, но Тамси быстро активирует свои способности, посылая во все стороны толстые веревки. За долю секунды все оказываются связаны этими веревками, но Ама не придает этому значения. Она просит своих поклонников что-нибудь для нее сделать, и Рио пытается выбраться из веревок, которые только затягиваются вокруг ее ног. Все остальные делают то же самое, и Тамси говорит им, что чем больше они будут двигаться, тем сильнее будут затягиваться веревки. Однако никто из них, похоже, не останавливается, и Тамси разочарован, потому что думал, что такого уровня боли будет достаточно, чтобы вывести их из этого состояния. Ама называет его придурком за то, что он причиняет боль своим друзьям, но говорит, что это бесполезно, потому что если кто-то влюбился в нее, он вытерпит любую боль, чтобы помочь ей. Она смеется, говоря, что сейчас будет кровавая бойня, но потом Тамси рассказывает ей о своем жизненно важном инструменте. Он говорит ей, что это посох для наматывания ниток, и тут же раскручивает его, наматывая все веревки обратно на катушку. Всех тянет к нему вместе с веревками, и когда они перестают наматываться, Руто и другие оказываются в прочной веревочной стене. Вместе с ними Тамси поймал и Ама, которая теперь висит вниз головой на крыше. Тамси говорит ей вернуть всех в нормальное состояние, а Зонка немного разочарован, потому что на этот раз ничего не сделал. Тамси отвечает, что он назвал Ама коровой, что ее разозлило, и это должно что-то значить. С другой стороны, Грис бросается к тому, болельщице, которая присматривает за Иджином. Грис рада видеть, что она в маске, но, к сожалению, Иджин все еще не в строю. Том на всякий случай надел на него маску, и теперь они могут просто ждать окончания боя. С другой стороны, Ама начинает болеть из-за веревок и проклинает Тамси, говоря, что с ней уже давно так грубо не обращались. Она вдруг начинает плакать и просить о помощи. Но Занка думает, что никто не сможет освободиться от прочных веревок. Что же это не остановит Делмона и других от попыток? Они изо всех сил пытаются освободиться от веревок, даже когда веревки начинают врезаться в их руки. Тамси расстраивается, пытаясь сдержаться, чтобы не навредить своим друзьям, и решает сначала остановить Делмона, потому что он, кажется, больше всех хочет помочь Ама. Он внезапно манипулирует веревками вокруг Делмона, заставляя их быстро вращаться. Делмон превращается в супертяжелый Бейблейд, который пробивает полы, пока не достигает подвала. Но это еще не все, что сделал его особый прием. Занка едва держится за кусок пола, чтобы не упасть на тот же уровень, что и Делмон. Он говорит Тамси, что тот перестарался, потому что все остальные тоже в беспорядке. У Руто железный прут торчит из живота, а Делмон погребен под обломками. Рио и Фола тоже лежат без сознания в луже собственной крови, но Тамси считает, что он хорошо справился с ситуацией. Когда Зенка набрасывается на него за то, что он убил своих друзей, Ама смеется над ними, говоря, что так бывает с теми, кто с ней не разговаривает. Она говорит, что половина из них уже мертвы, потому что не подыграли ей, и Занка винит во всем Тамси. Однако, похоже, Руто все еще жив, и он вытаскивает железный прут из живота. Тамси поворачивается к Занке с угрожающим видом, и Занка боится, что он тоже каким-то образом попал под чары Ама. Но Тамси просто спрашивает его, не забыл ли он об этом. Занка даже не понимает, о чем он говорит, и Тамси напоминает ему о заклинании, которое римлян нарисовал на всех них, чтобы защитить от одного смертельного удара. Занкер понимает, что все встают и сразу чувствуют себя лучше, а Ама не может понять, что происходит. Внезапно она замечает позади себя Иджина, и он незаметно стащил с нее ботинки. Ама так потрясена, что ей требуется несколько секунд, чтобы отреагировать, и за это время Иджин говорит, что ненавидит людей, которые не носят носки с обувью. Затем Ама внезапно бросается на него, требуя вернуть ей ботинок, потому что она не простит его, если он потеряет запах этого особенного человека. Иджин спрашивает, что такого особенного в этом запахе, и решает попробовать и берет хлыст. Он тут же жалеет, что у него есть свобода воли, но Ама продолжает бороться с ним, чтобы вернуть ботинок. Иджин говорит ей, что вернет его, если она отменит свою способность и освободит всех от своего контроля, и она отвечает, что не может использовать свои силы с одним ботинком, так что все уже свободны. Пока Руто и остальные молча сидят, гадая, что с ними было несколько минут назад, Делмон отталкивает тяжелые бетонные плиты, которые давят на него. В этот момент к нему подходят Тамси и Занка. Делмон спрашивает их, что здесь произошло. Тамси говорит ему, что на него подействовала сила Ама, из-за которой он подумал, что она ему очень дорога, и он изо всех сил пытался ее защитить. Делмон потрясен, услышав это, но больше всего его ранит то, что его жена все еще мертва.
На мгновение он надеялся, что сможет вернуть ее, но теперь, когда реальность обрушилась на него, он опустошен. Занка замечает, что все остальные, на кого подействовала сила Ама, тоже подавлены, потому что после того, как их мечты о счастливых временах закончились, реальность, должно быть, сильно их ранила. Вскоре все надевают маски, а затем Иджин решает вернуть ботинок Ама. Пока все думают, что с ней делать. Иджин говорит, что хотя ее сила безумна, в остальном Амма просто беспомощная маленькая девочка, и ему не нравится причинять ей боль. Он также не хочет забирать ботинки, которые так много для нее значат, поэтому думает, что лучше всего сейчас научить ее не причинять боль другим. Однако Ама внезапно снова начинает вести себя как Брэди, требуя, чтобы они взяли на себя ответственность за разгром ее дома. Занка злится на ее поведение и пытается отчитать ее, но тут Рута снимает маску и идет к ней. Ама спрашивает его, неужели ему так нравится запах? Но она не знает, что на самом деле задумал Рута. Как только он подходит к ней, он бьет ее кулаком. Ама приходит в себя от шока, прежде чем почувствует боль, но Рута не дает ей шанса дать отпор. Он забирается на нее сверху и начинает бить кулаками, но, к счастью, Иджин и остальные успевают остановить его и спасти жизнь девушки. В нем начинает пробуждаться какое-то проклятие. И когда Грис говорит ему остановиться, он делает паузу. Грис говорит ему, что им не нужно заходить так далеко, потому что они уже знают, как отменить способность Ама. И к тому же она девочка. Рута говорит ему, что ему плевать, что Ама девочка, потому что молот правосудия не имеет пола. Проклятие начинает овладевать им, и он спрашивает Гриса, должен ли он позволить Амма причинять боль и убивать людей, которые ему дороги, только потому что она девочка. И Грис кричит, что он не это имел в виду. Он говорит Рута, что нельзя причинять боль беспомощной девочке, и Рута отвечает, что Ама такая же, как и все они, и она была близка к тому, чтобы убить их всех. Он говорит, что она заслуживает еще худшего наказания за свои действия, и тут Иджин наконец решает присоединиться к разговору. Он говорит Рута, что понимает его мысли, но затем спрашивает, как они должны получить информацию от Ама после того, как он выбил из нее кровь, сопли и слезы. Рута понимает, что это всего лишь доля мысли, и когда его крошечный мозг наконец обрабатывает всю информацию, он может только смотреть на Иджина. Иджин выводит его на улицу, чтобы поговорить, и просит Тома пока позаботиться о девушке. Когда они выходят на улицу, Иджин молча сидит, а Рута все больше нервничает. Он спрашивает его, почему он ничего не говорит, и Иджин отвечает, что в этом нет необходимости, потому что он уже все понял. Рута объясняет, что все это время, пока он был в сфере, его просили терпеть. Чтобы ему не говорили, он должен был сдерживать свой гнев. Но когда он выбрался на поверхность, он понял, что проиграет, если будет сдерживаться. Но теперь, избив Ама, он понял, что вернулся к своим прежним настройкам. Он все тот же нетерпеливый и жестокий мальчик, который без раздумий нападет на любого, кто причинит ему боль. Он кричит, что он все еще жестокий мальчишка, и любой рост, который, как ему кажется, он пережил, это всего лишь иллюзия. Внезапно Иджин говорит, что ему очень нравятся женщины, которые умнее его, с невероятными формами и добрым характером. Рута совершенно ошеломлен этим, но Иджин продолжает, говоря, что он не очень хорошо ладит с детьми и женщинами со сложными потребностями, потому что ему не нужен их эмоциональный багаж. Он не может скрывать такие вещи от других, и это одна из его плохих черт характера. Иджин говорит Рута, что это был просто пример, и у взрослых в жизни много плохого, от чего им нужно избавиться. Он говорит, что осознание этого — первый шаг к взрослению, и кто-то другой указал ему на его недостатки. По сравнению с ним, Рута все понял сам, а это значит, что он на правильном пути к взрослению. Рута с восхищением смотрит на Иджина, услышав это, и говорит ему, что они должны извиниться перед Ама позже. Тем временем Том перевязывает Ама, и она извиняется за действия Рута, говоря, что они не знали, что он зайдет так далеко. Затем она снимает маску и говорит Ама, что хочет быть ее подругой, и они могут поговорить обо всем, о чем она захочет. Ама замечает, что Том станет хорошей мамой, а потом начинает рассказывать о своей маме. Ама говорит, что ее мама была замечательной мамой, и благодаря ей она встретила свою первую любовь и получила свое сокровище. Ее мама также показала ей ангела, который путешествует между Землей и сферой. Том воспринимает все это как сплетни, но потом она вдруг понимает, что Ама готова говорить о людях, которые могут путешествовать между двумя мирами. Глядя в небо, Ама вспоминает свое детство, когда ее мать была ее единственной семьей. Однажды, когда они путешествовали, Амма заметила ворону, которая показалась ей очень милой. Но ее мать сказала ей, что ворона никогда ее не полюбит, поэтому она должна забыть о ней. Ама верила каждому слову матери и начала кричать на ворону, называя ее уродливой. В любом случае, мать потащила ее за собой, сказав, что она встретит человека, который будет ее очень любить.
Вскоре она привела ее к очень подозрительному мужчине посреди улицы, и мама Ама сказала ей, что этот джентльмен будет любить ее всю оставшуюся жизнь. Маленькая и невинная Ама ничего не знала и верила словам матери. Мужчина, который явно был извращенцем, начал улыбаться ей, и у Ама затрепетало сердце, она подумала, что он действительно будет ее любить. Она даже не понимала, почему мужчина дал ее матери деньги, но была слишком счастлива, чтобы думать об этом. Файл PDF привел ее в башню посреди ничейной земли, которая была его личным убежищем, потому что он не получил приглашения на остров Эпштейна или на вечеринки Диди. Амель забыла о своей матери и начала жить с ним в комфорте, а уродливый ублюдок постоянно ухаживал за ней. Однажды она спросила его, откуда у него столько вещей, и мужчина ответил, что он торговец людьми, поэтому у него всегда будет больше, чем ему нужно. Затем он вдруг сорвался и начал кричать, что все остальные в его сфере деятельности его ненавидят. Для Ама это было не в новинку, и она смотрела, как он плачет, говоря, что они, должно быть, завидуют ему, потому что он единственный торговец людьми, который еще и помогает. Затем мужчина сказал ей, что они должны снова провести свой обычный ритуал, чтобы он успокоился, но Ама не хотела. Она сказала ему, что ее сердце бьется очень быстро, и ей трудно дышать, когда они проводят ритуал. Но старый извращенец сказал ей, что это потому, что она влюблена в него. С тех пор, как Ама продали, в мозгу у нее не появилось ни одной новой клетки, и она поверила ему. Она позволила PDF-файлу сделать с ней все, что он хотел, а потом начала хихикать, думая, что, наверное, так и бывает с первой любовью. Затем она увидела, как старый извращенец что-то шепчет своим ботинкам, и вдруг в комнату вошли двое незнакомцев в масках. Уроды начали кричать на них и сказали им убираться, потому что эта комната предназначена только для него и Ама. Но когда незнакомцы в масках проигнорировали его и подошли к Ама, он решил преподать им урок. Он активировал силу своих ботинок и пригрозил напасть на них, но один из незнакомцев в маске очень быстро подошел к нему и одним ударом оборвал его жалкую жизнь. Затем он снял ботинки и отдал их Ама, сказав, что они ей больше подойдут. Другой незнакомец сказал ей, что ботинки заполнят пустоту в ее сердце, и Ама приняла их, немного понюхав. Затем незнакомцы в масках подошли к трещине в стене, и у одного из них внезапно выросли крылья из света, и он полетел к сфере. Ама была поражена, увидев это, и подумала, что это ангелы, но они исчезли, прежде чем она успела с ними заговорить. В этот момент старый извращенец проснулся, и Ама с радостью сказала ему, что ангелы существуют. Но вместо того, чтобы послушать ее, он оттолкнул ее, сказав, что ботинки принадлежат ему. Он спросил, как она посмела их взять, и начал ее бить. Ама была ошеломлена, хотя для нее это было не в новинку. Она привыкла, что старый извращенец бьет ее, когда она не слушается, но в других случаях это было не так уж и плохо. В этот момент она почувствовала, как сильно забилось ее сердце, и подумала, что это из-за ботинок. Ботинки начали резонировать с ней, и она решила поверить словам ангела в маске, что они ей больше подходят. Она решила, что если ботинки ей больше подходят, то они принадлежат ей, и внезапно она смогла пробудить их силу. Воспоминания Амма прерываются, когда Руда внезапно возвращается и собирается извиниться перед ней за то, что произошло раньше. Но Фоло останавливает его, потому что они только что дошли до важной части истории. Амма продолжает свой рассказ, говоря о том, как старый PDF-файл был потрясен, увидев, что его жизненно важные инструменты реагируют на нее, потому что они должны реагировать только на своего владельца. Амма ответила, что, возможно, ботинки никогда ему не принадлежали. Она мало что знала о жизненно важных инструментах, но верила ангелам, которые сказали ей, что ботинки ей больше подходят. Она сказала старому извращенцу, что была очень счастлива, держа ботинки в руках, и что они были чем-то, чего ей не хватало все это время. Она вежливо спросила, можно ли ей взять ботинки, и у старика началась истерика. Он попытался отобрать ботинки, сказав Ама, что нехорошо брать чужие вещи, но она вернула их, напомнив ему, что он торговец людьми, что является красивым словом для вора. Она сказала ему, что вежливо попросила, поэтому ботинки должны быть у нее, но старик продолжал тянуть их к себе. Он сказал ей перестать упрямиться. Ама умоляла его не забирать у нее ботинки, пообещав, что больше никогда ничего не попросит, но он отказался ее слушать. Он начал называть ее занозой в заднице и приказал ей сдаться, но тут Ама не выдержала. Она начала кричать на извращенца и сказала ему отдать ей ботинки. Их спор внезапно перерос в драку, и Ама изо всех сил укусила старика. Ему удалось одолеть ее и отобрать ботинки. Но в борьбе Ама случайно вытолкнула его из разбитой стены. Она молча смотрела, как старик превратился в красную точку на дне башни, а затем внезапно ее разум начали терзать годы промывания мозгов. Она села и задумалась, почему она жила с этим стариком и почему мать отправила ее к нему. Ей пришла в голову мысль, что ее продали старому извращенцу, но Ама не поверила в это. Вместо этого она подалась своим иллюзиям и подумала, что мать отправила ее сюда, чтобы ее любили.
Она сказала, что старик был ее первой любовью, и она никогда его не забудет, но и не будет зацикливаться на нем. После этого Ама пробудила свою силу и поймала в ловушку многих людей, пришедших в пустыню. Несколько месяцев спустя она снова увидела ангела. Но на этот раз там был только один парень. На этом история Ама заканчивается, и все в шоке от того, что узнали правду. Они задаются вопросом, был ли ангел дарителем, способным создавать крылья, или у нее просто галлюцинации, потому что она явно не в своем уме. Амма продолжает что-то рисовать на земле, пока все выдвигают теории. Они решают пока поверить ей и спрашивают, где приземлился ангел, когда вернулся. Амма отвечает, что он приземлился за горизонтом, но Инджин этим не удовлетворен. Он спрашивает, когда вернулся ангел, и она отвечает, что это было около месяца назад. Это единственная информация, которую Джин считает важной, потому что Руда тоже появился на поверхности месяц назад. Руда подходит к Амме, чтобы извиниться, но увидев, что она рисует, внезапно останавливается. Амма рисует маску ангела, и это тот самый парень, который убил Ректа. Руда ухмыляется, увидев это, и понимает, что человек, которого он ищет, находится на земле, и теперь он может выполнить все свои миссии сразу. Ему все равно, насколько силен другой парень и есть ли у него напарник, потому что, как только он его найдет, он изобьет его до полусмерти, а потом спросит, почему он убил Ректа. Затем он научится возвращаться в сферу и все исправит, заставив убийцу извиниться перед могилой Ректа. Пока он продолжает зловеще улыбаться, Ама внезапно окликает его. Она применяет к нему технику разговор без слов, говоря, что он такой же, как она. Руда ошеломлен этим, и Ама спрашивает, стал ли он человеком после того, как получил свои перчатки. Она говорит, что таким людям, как они, которые что-то потеряли, нужно многое, чтобы заполнить пустоту в сердце, и их особых предметов, похоже, для этого достаточно. Ама утверждает, что она обрела человеческие эмоции только после того, как получила ботинки, но эти эмоции заставили ее осознать много ужасных вещей. Она начинает плакать, говоря, что теперь она знает, что делал с ней старый извращенец, и что она все это время была совсем одна. Она просто хотела быть с кем-то, кто нуждался в ней, но не могла набраться смелости, чтобы уйти отсюда. Поэтому она ждала, когда к ней придут другие и подружатся с ней. Но поскольку внутри у нее все было запутано, она все испортила. Она знает, что Руда пришел сюда, чтобы извиниться перед ней, но говорит ему, что в этом нет необходимости, потому что они одинаковые. Затем она делает шаг вперед, говоря, что в этом мире все люди одинаковые и используют свои руки только тогда, когда им нужно кого-то побить. Вот почему мир никогда не становится лучше. Каким-то образом все эти высокоинтеллектуальные философские рассуждения доходят до пещерного мозга Руда, и он садится перед Ама, протягивая руку дружбы. Он говорит, что они оба должны научиться протягивать друг другу руки, чтобы между ними возникла настоящая связь. Он говорит, что у него тоже это плохо получается, но они могут научиться вместе. Амма тронута его жестом и говорит, что он делает это прямо сейчас. Она берет его за руку, и вскоре после этого Руда и остальные собираются уходить. Амма решает остаться в башне, и Руда спрашивает, уверена ли она, что не хочет пойти с ними. Амма отвечает, что ей еще нужно кое-что здесь сделать, но теперь у нее есть ожерелье, которое связывает ее с Руда и остальными. Она просит его вернуться как-нибудь, чтобы поговорить с ней, и Руда обещает, что когда-нибудь вернется. На этом все прощаются с ней и уходят. В машине Инджин говорит, что они ничего не узнали о границе, но считают свою миссию успешной. Они узнали об ангелах, которые могут пересекать границу, и увидели еще один важный инструмент с таким же символом, как на перчатках Рута. Рио вспоминает, как Рейдер говорил о сериале, из которого они были, и задается вопросом, есть ли еще что-то с таким же символом. С другой стороны, Руда продолжает думать об ангелах и о том, как он разозлился, когда узнал, что убийца его отца был здесь. Он был так зол, что ударил Ама за то, что она показала ей сон из прошлого, и чуть не сошел с ума, думая о мести. Однако техника разговор без слов Ама, похоже, немного смягчила его сердце, и сейчас он не хочет никого убивать. Тем временем Амма тоже рада, что у нее наконец-то появились друзья, и она хочет устроить ночевку, когда Руда и остальные придут сюда в следующий раз. Но как только она заходит в свою комнату, она обнаруживает, что там уже кто-то есть. Она пугается и спрашивает, кто это. Но в следующий момент незнакомец нападает на нее и забирает ее ботинки, оставляя ее кричать и умолять вернуть их. Нападавшим оказывается рейдер Джабар, который пришел сюда по приказу своего босса, потому что рейдерам пора действовать. С другой стороны, Инджин везет всех обратно на базу, пока громко играет радио. Инджин говорит по рации, спрашивая всех, почему они думают, что он всегда их возит. Они слишком устали и хотят спать, чтобы даже услышать его вопрос, и он говорит, что это потому, что он единственный, кто может не дать им уснуть во время долгих поездок. Он говорит, что Грис худший из них, потому что он водит так плавно, что все засыпают.
С этими словами он съезжает с каменистого склона, и все тут же просыпаются. Рио вдруг начинает скулить из-за следов от веревок на бедрах. Руда смотрит на ее раны и говорит, что заклинание римляна не лечит другие раны, кроме тех, которые угрожают жизни. Занка говорит, что большинство этих ран из-за Тамси, который уже много раз извинялся. И он готов извиниться еще раз. Инджин говорит всем забыть об этом, потому что это риск, на который они идут, когда ступают на ничейную землю. Он говорит, что им нужно пройти медицинский осмотр, как только они найдут врача, и тут он замечает город рядом с ними. Он сразу же едет в город, и когда Руда видит повсюду неоновые огни, он понимает, что это тот самый город, куда Инджин привез его лечиться. Руда не может смириться с тем, что ему снова придется встретиться с лысой ведьмой-врачом, которая лечит головную боль пациента, перевязывая ему руку. Пациент ругается на нее и говорит, что больше никогда не вернется. Но старухе плевать на таких слабаков, как он. Рио слышала, что Инджин всегда навещает старую врачиху, когда приезжает в этот город. А Занка думает, что ему просто нравится ее характер. Однако Инджин говорит им, что старуха удивительнее, чем они думают. Когда-то давно, когда она была еще в расцвете сил, она была первопроходцем, разработавшим метод лечения загрязнения организма у людей. Он рассказывает, что раньше она была обычным человеком, но из-за того, что ей приходилось иметь дело со слишком большим количеством загрязненных людей, она превратилась в психопатку, которая не может говорить, не крича. Старухе это надоело, и она просит всех называть ее Алисой Стилза. Рута кажется, что он где-то слышал фамилию Стилза. Вдруг в комнату врывается внук Алисы и говорит, что печенье, которое она испекла, невкусное. Рута узнает в этом крикуне Августа, художника, который сделал ему маску, и, проходя мимо, видит робкую целительницу Аишу, которая пытается его остановить. Руда с трудом верит, что эти двое связаны с Алисой, и Аиша начинает рассказывать ему, что старуха на самом деле их бабушка. Их родители умерли, и она их единственная семья. И она часто навещает ее, чтобы узнать больше о лечении пациентов. Август продолжает перебивать ее, оскорбляя печенье своей бабушки, которая говорит ему, что он должен перестать его есть, если оно ему так не нравится. Вскоре после этого Аиша и Алиса лечат всех, и семейная драма продолжается. Зенкер понимает, что Август не может говорить, не крича, из-за влияния своей бабушки, а Аиша — единственный нормальный человек в семье. В любом случае, Август начинает расспрашивать Руда о том, как его маска показала себя на ничейной земле, но он слишком занят поеданием печенья. В любом случае, Инджин решает, что пора возвращаться на базу, но Август и Аиша уходят раньше них. Август предупреждает их, что облако проходит мимо, и им нужно найти укрытие, и Инджин благодарит его, прежде чем уехать. Руда недоумевает, о чем он вообще говорил, и ответ скоро оказывается у него перед глазами. Когда их машина укрывается под куполом, похожим на скалу, с неба, как дождь, начинает падать мусор. Руда может только смотреть на это с открытым ртом, и Инджин говорит ему, что эта сфера сбрасывает мусор сверху. К счастью, она всегда следует по одному и тому же маршруту, проходя над ними, поэтому люди построили города и районы вдали от ее траектории. Однако, поскольку мусор падает с такой большой высоты, его точное место назначения очень трудно определить. И многие люди погибают из-за падающих обломков. Тамси добавляет, что все на поверхности ненавидят обитателей сферы за это, но любой, кто попытается отомстить, будет убит на границе. Рио соглашается с ним, говоря, что это загадка, как Руда и ангелы пересекли барьеры и не погибли. Руда начинает глубоко задумываться об этом и говорит, что что-то видел, когда падал. Тамси хочет услышать об этом. Но Руда ничего не помнит. Единственное, что он может сказать, это то, что он чувствовал, как по его телу течет телевизионная статика. И странные белые линии, которые на мгновение принимают форму человека. Рута вырывается из этого жуткого воспоминания, когда Инджин звонит по телефону. Он узнает, что созвонит ему из штаба, и она говорит ему, что на этот раз нужно ехать по объездной дороге, потому что они сейчас разбираются с вредителями. Инджин сразу же меняет маршрут, и Рута спрашивает его, что заговорила раньше. Они подъезжают к разрушенному городу, и Инджин ударяет зонтиком по металлической пластине, открывая секретный вход в штаб. Он говорит Руда, что это черный ход, а вредители, о которых говорила Са, просто бандиты. В то же время бандиты вооружены ракетными установками, чтобы уничтожить штаб уборщиков и захватить сферит, который они прячут. Их лидер запускает ракету по зданию. Они думают, что им будет очень легко проникнуть в здание и поймать сферита, который будет стоить невероятных денег на черном рынке. Рута тоже узнает об этом и говорит Инджину, что они должны немедленно вернуться и помочь уборщикам защитить штаб. Инджин вздыхает, говоря, что им даже не нужно ничего делать, но он немного разочарован тем, что ему не удалось много сражаться на ничейной земле. Поэтому он решает побить бандитов. С другой стороны, бандиты уверены, что уборщики прислушаются к их требованиям после предупредительной атаки. Он громко говорит уборщикам, чтобы они отдали сферит, если не хотят, чтобы в их здании появилась еще одна дыра. Мио говорит с ними через громкоговоритель, говоря, что ей приятно видеть, как трусливые насекомые нападают спереди. Лидер бандитов говорит, что они любят сражаться честно, но это большая ложь. Другая группа бандитов пытается проникнуть в здание неподалеку, и лидер просто хочет выиграть для них время.
Он говорит Ю, чтобы она перестала тянуть время и отдала сферит, но затем Лю внезапно замечает, что она не женщина. Все бандиты растерялись, услышав это, но оказалось, что Лю просто пошутила. Она говорит им, что их так легко обмануть, и лидер бандитов злится. Миу даже не дает ему разозлиться и просит его уйти прямо сейчас, потому что он ничего не может сделать. Он уверенно говорит, что только что взорвал крышу здания. Но когда дым рассеивается, он видит, что на здании нет ни единой царапины. В этот момент туда прибывает другая группа бандитов, у которых сломались инструменты, когда они пытались разбить окно. Мию говорит им, что они не могут войти в штаб уборщиков без разрешения. И единственный человек, который может дать им разрешение, это затворник, который дрожит в своей комнате, думая о незваных гостях. Внезапно Мию открывает дверь и говорит бандитам, что они никогда не получат разрешения войти внутрь. Поэтому она вышла, чтобы прикончить их. Лидер бандитов злится и сразу же запускает в нее ракету. Но Ю пробуждает силу своих очков, которая позволяет ей видеть мир в замедленной съемке. Она небрежно уворачивается от ракеты, а затем хватает ее, поворачивает в другую сторону и отправляет в сторону бандитов. Они даже не успевают запаниковать, как взрыв мгновенно уничтожает половину из них. Оставшиеся бандиты открывают огонь по Ю, но она уворачивается от пуль, как я уворачиваюсь от своих обязанностей, и бросается на бандитов, сбивая их с ног быстрыми и мощными ударами. Она сбивает их всех за пару секунд, и Инджин разочарован, что больше некого бить. Он говорит, что Са слишком хороша в этом, но она отвечает, что это были просто мелкие бандиты, и она бы умерла, если бы не смогла так легко их победить. Затем она хватает одного из бандитов за волосы и спрашивает, кто, черт возьми, сказал ему, что у них есть сферит. Бандит без сознания, поэтому не может ей ответить. Но и Симу, и Инджин знают, что за ними стоят рейдеры, и они, вероятно, планируют что-то большое, чтобы заполучить Руда. В любом случае, вскоре после этого Инджин ведет свою команду в ресторан, чтобы поесть, и Руда спрашивает его, почему они продолжают веселиться после каждой миссии. Он говорит, что на их базу только что напали, и им следует быть осторожнее, но его никто не слушает. Ему говорят заткнуться и наслаждаться едой. Потому что мелкие бандиты никогда не будут представлять опасности для их штаба. Инджин говорит, что это не первый раз, когда они нападают на их базу и терпят неудачу, и Рута спрашивает, всегда ли Са побеждает их. Инджин подтверждает, говоря, что им нужны действительно сумасшедшие способности, чтобы победить Са. И Рута спрашивает, почему такая сильная девушка работает всего лишь секретарем. Инджин отвечает, что сила Са в ее очках, которые позволяют ей видеть то, что другие люди не могут. Однако это бесполезно в борьбе с монстрами. И более того, Рэ всегда хотел работать в офисе. Теперь Рута понимает, что просто быть дарителем не делает человека бойцом. И Рэ объясняет, что это зависит от личности дарителя и от того, как он обращается со своим жизненно важным инструментом. Те, кто заботится о том, чтобы использовать свои предметы по максимуму, становятся дарителями боевого типа, а те, кто хочет сохранить их в идеальном состоянии навсегда, становятся дарителями защитного типа. Теперь Рута заинтересовался и говорит, что хочет увидеть больше типов дарителей, чтобы понять, как работают их способности, и говорит, что ему повезло, потому что сюда направляются люди с действительно уникальными способностями. И тут в дверь врывается девушка в костюме покемона. Она принимает позу и объявляет, что команда Child здесь. А за ней стоят еще 2 члена ее команды. Как только Рута видит чудика с соской во рту, он вспоминает, как ему пришлось делиться с ним сладостями, и сразу же прячет свою еду, потому что на этот раз он не хочет делиться. Снорлокс приветствует Рута, говоря, что они давно не виделись. Но Рута даже не помнит, что встречался с ней раньше. Это разбивает ей сердце, и она напоминает ему, что была в комнате, когда он впервые представился. Рута в замешательстве, потому что все еще не помнит ее. Но тут появляется лидер их команды, чтобы всех представить. Он представляет девушку как Гиту, злого ребенка с соской как Санту, а себя как Бро. Он говорит, что теперь они должны хорошо ладить, и Гита сразу же бросается к Рута, расспрашивая его о сфере, но он ее боится. Бро и Инджин говорят ей не говорить о сфере за пределами базы, потому что их может кто-то подслушивать. Инджин говорит, что бандиты, которые напали на них вчера, узнали о Рута от незнакомца в баре, который передал им информацию, ничего не попросив взамен. Он почти уверен, что за этим стояли рейдеры, и они хотели получить информацию о защите базы уборщиков, не рискуя. Пока взрослые обсуждают это, Гита преследует Рута, потому что у нее нет понятия о личном пространстве. Ему каким-то образом удается от нее отделаться, и он садится за пустой стол, чтобы пожаловаться на то, какие все беспечные, когда на них только что напали. Парень в капюшоне, сидящий рядом с ним, заинтересовывается его историей и спрашивает, не охотятся ли на него. Рута небрежно отвечает, что на него напали бандиты. Но мужчина замечает, что он, должно быть, говорит о рейдерах. Он предупреждает Рута, что рейдеры очень опасны, и ему следует быть осторожным, потому что у них недавно появился новый лидер, и он сделает все, чтобы достичь своих целей. Затем мужчина вдруг замечает, что рейдеры ищут такие вещи, как ботинки в его руках, и Рута, взглянув на символ на ботинках, сразу узнает в них ботинки Ама. Но прежде чем он успевает предупредить своих друзей, мужчина хватает его за горло, показывая, что он лидер рейдеров. Как только мозг Рута осознает, что произошло, он нападает на лидера рейдеров.
Его друзья тоже это замечают и бросаются на помощь Рута. Однако девушка с боссом рейдеров использует свою силу, чтобы открыть портал на их базу прямо за его головой, и он в последний момент уклоняется. Рута затягивает в портал вслед за ним. Инджин пытается схватить Рута, но не может остановить его, и всех уборщиков вместе с ним тоже затягивает в портал. Девушка исчезает, и портал деактивируется, оставляя только Гриса и его помощников. Когда Рута и остальные приземляются на вражеской базе, они начинают задаваться вопросом, с каких это пор рейдеры стали настолько уверенными, чтобы нападать на них публично. Однако внимание Рута приковано к рейдерам, которые готовы сразиться с уборщиками за его перчатки. Пока рейдеры и уборщики смотрят друг на друга, Рута яростно спрашивает рейдеров, где его амма. Они даже не удосуживаются ответить, и Инджин говорит им, что они не смогут схватить Рута, потому что все здесь, чтобы поддержать его. Задель, лидер рейдеров, не отвечает на его насмешку и вместо этого достает из кармана часы. Он напоминает Рута, что только что тот беспокоился о том, насколько расслаблены уборщики, но он ошибался, потому что все на поверхности всегда начеку. Он знал, что они не оставят Рута в покое, и привести их сюда было частью его плана с самого начала. Часы бьют 12, и внезапно из канализационных труб вырывается огромная волна мусора. Рута слишком ошеломлен, чтобы сдвинуться с места, но Ханк хватает его за воротник и оттаскивает прямо перед тем, как на них обрушивается мусор. Уборщиков беспомощно уносит огромной волной мусора, а Занка продолжает сопротивляться потоку, пока остальных уносит в туннель. Он каким-то образом цепляется за крышу туннеля, когда видит Инджина, сидящего на своем зонтике и спокойно плывущего по волне мусора. Занка поражен тем, как он может быть таким спокойным в этой ситуации. Инджин говорит ему, что чем больше он будет сопротивляться волнам, тем сильнее его будет швырять. Он говорит ему держаться за что-нибудь и плыть по течению, потому что так он сможет сэкономить больше энергии. Занка серьезно относится к его совету и пытается следовать ему. Но вскоре туннель разделяется на два. Инджин идет направо, а Занка пытается составить ему компанию. Но в итоге его отбрасывает влево, где находятся все остальные. Тем временем Рута все еще стоит на месте, потому что его оттащил от волны мусора Затал. Он бросает Рута на землю, когда волна мусора проходит, и Рута в шоке от того, что только что произошло. Он спрашивает Улла, куда он отправил своих друзей, но босс рейдеров говорит ему, что это не важно. Уборщики пошли с ними по своей воле, и теперь они сами отвечают за то, что с ними происходит. Однако он не собирается давать им шанс вернуться сюда и испортить ему веселье. Поэтому он приказывает девушке с канализационной крышкой создать порталы, ведущие к уборщикам. Она подчиняется его приказу, создавая 4 портала в воздухе, и рейдеры прыгают в них. Среди них и сумасшедший глаз-коготь. И он говорит Рута, что жаль, что они не смогут сражаться на этот раз, но ему должно быть весело играть с их боссом. Когда все уходят, Задал спрашивает Рута, злится ли он только потому, что они украли ботинки Эмма, или есть более серьезная причина для его гнева. Он говорит, что хотел встретиться с Рута, чтобы использовать его гнев в своих целях. Потому что вместе они могут уничтожить сферу. Рута тупо смотрит на Задала, но тут в его голове возникает видение. Он видит горящие здания и людей, когда сфера падает на землю. И Задал замечает, что он тоже это видел. Он говорит, что, хотя он никогда не видел сферу и мало о ней знает, видение показало ему именно то, чего хотел Рута. Видение было не о том, как они уничтожат сферу, а о том, что произойдет с их целью, когда они это сделают. Рута видит еще одно видение. И на этот раз это куча мертвых тел его врагов. Он тут же приходит в себя и кричит на Задала, требуя, чтобы тот сначала ответил на его вопрос. Он спрашивает, что случилось с Ама и другими уборщиками, но Задал отвечает, что уже дал ответ по-своему. И теперь Рута должен ответить на его вопрос. Он говорит, что ненавидит расточительство и поэтому не хочет тратить слова впустую. Рута в полной растерянности, потому что не знает, как справиться с этим психом. Ему кажется, что с Ама было трудно, потому что он ничего не слушал. Но Задал на совершенно другом уровне, потому что его слова кажутся цепью, сковывающей его. Он проверяет свой запас мусора и думает, хватит ли его, чтобы сразиться с Залом, но босс рейдеров видит его планы насквозь. Он решает обезоружить Рута словами и спрашивает, почему он вообще присоединился к уборщикам. Рута отвечает, что он присоединился к ним, чтобы найти способ вернуться в сферу, и Задал тут же говорит ему, что это невозможно. Он говорит, что добраться до сферы не входит в обязанности уборщиков, и они помогают ему только потому, что он для них полезнее, чем он думает. Рута начинает нервничать, и Задал спрашивает этой фальшивой дружбой с уборщиками. Тем временем всех остальных уносит волна мусора. Рио оказывается в странном месте с мусором во рту и в одежде. Закончив уборку, она начинает искать своих друзей. Вдруг из портала позади нее выскакивает рейдер, и она тут же начинает оскорблять Рио, называя ее испуганным потерянным котенком, который ищет своих друзей. Но Рио это совсем не беспокоит. Вместо этого она с удивлением видит, что, притащив их всех на свою базу, рейдеры пытаются сразиться с ними 1 на 1. В то же время другие уборщики тоже сталкиваются со своими противниками, и Занка понимает, что ему предстоит реванш с Джабером.
Как только он видит своего заклятого врага, Занка тут же забывает о воссоединении с друзьями или о поисках Рута и достает свой посох. Джабер делает то же самое, и они вдвоем бросаются друг на друга с намерением убить. Пока они обмениваются ударами, Джабер вдруг отвлекается на звук пузырьков в грязной жидкости неподалеку и направляется туда, чтобы попробовать. Он прикасается тыльной стороной ладони к пузырьку, и кислотная жидкость тут же обжигает его. Он начинает прыгать от боли, и Занка думает, что он потерял единственную работающую клетку мозга. Но тут вдруг левая лапа Джабера покрывается той же кислотной жидкостью. Занка в шоке, а Джабер объясняет, что способность его правой лапы к нейротоксину нельзя изменить. Но он может воспроизвести любой яд, который попадет в его левую лапу. Кислота, капающая с его когтей, начинает плавить землю, и Джабер просит Занку изо всех сил уворачиваться от нее. Затем он взмахивает лапой, посылая град кислотных капель в сторону Зенки, который может только ждать, когда они попадут в него. Тем временем Гита вылезает из канализации и оказывается в пустом помещении, но, как ни странно, у Задала на нее ничего не запланировано. Она разочарована тем, что осталась одна, но тут вдруг слышит, что кто-то приближается к ней. Это оказывается таракан, и Гита очень рада его видеть. В то же время Рио тоже видит таракана и пугается. Но потом она ведет себя спокойно перед своим противником. Говорит, что не боится насекомых, но тараканы ее пугают. Блондинка-мама расстраивается из-за того, что ее пугают обычные тараканы, когда она уборщица, но Рио говорит ей, что она все еще нормально реагирует. Потому что в их команде есть парень, который однажды потерял сознание, когда на его одежду попала какашка. Занка, о котором идет речь, только что принял на себя кислотную атаку Джабера. Вместо того, чтобы увернуться, он спрятался за лужей кислотной жидкости. Джабер удивлен, что он не увернулся, но Занка холодно отвечает, что это его не вырубит, так что нет смысла уворачиваться от таких вещей. И к тому же ему больше нравится принимать кислотный душ, чем ходить в дерьме. Затем он говорит Джаберу, чтобы тот тоже принял кислотный душ, и опрокидывает на него всю лужу с кислотой. А сумасшедший чудак просто смотрит на это с улыбкой на лице. Тем временем Джин застрял с ребенком, который даже не хочет драться. Он прячется за шкафом, а Энджин все время уговаривает его выйти и поговорить, потому что ему скучно. Мальчик впечатлен способностью Энджина болтать без умолку, но все равно не хочет с ним разговаривать. Бро и Санта тоже застряли со стариком, который не нападает на них, а просто сидит на возвышенности и говорит им, что они под землей, и за ними никто не придет. Рио тоже это понимает, когда понимает, что не может ни с кем связаться через свое ожерелье. Блондинка-злодейка улыбается, услышав это, и активирует силу своего гребня. Она расчесывает волосы и говорит, что первое задание, которое они получили — победить как можно больше уборщиков, если сюда придет кто-то, кроме Рута. Затем она представляется как Но и заявляет, что собирается предложить Рио Зао в качестве жертвы. Рио тоже достает ножницы и говорит Но, что ей не нравится драться с людьми. Блондинка-мама говорит ей, что нужно смириться, иначе она больше никогда не увидит своих друзей. Рио следует ее совету и активирует ножницы, тут же бросаясь в атаку. Ноа-то уклоняется от ее первого удара, но Рио подносит ножницы к ее волосам, заставляя ее отступить. Ноа понимает, что ей будет трудно уклоняться от атак Рио. Рио уверена, что использует свои волосы для боя, что очень плохо сочетается с ее ножницами, и снова бросается на Ноа, которая продолжает расчесывать волосы, даже не глядя на нее. С другой стороны, Занка с нетерпением наблюдает за полем боя, ожидая, когда Джабер каким-то образом выберется из лужи с кислотой. Когда он не появляется, Занка теряет терпение и дразнит его, чтобы тот вышел. Он начинает думать, что Джабер действительно умер от кислоты, потому что в прошлом он выживал и в более худших ситуациях. Он подходит к нему, чтобы проверить, что происходит, и, как он и подозревал, Джабер все еще жив и хихикает под обломками. Внезапно он пробивается сквозь обломки, используя гигантские когти как щит. Джабер расправляет когти и угрожающе улыбается, заявляя, что прошло слишком много времени с тех пор, как кто-то мог раскрыть его потенциал. Что же, теперь он жалеет об этом, потому что если Джабер до сих пор не использовал весь свой потенциал, значит он невероятно силен. Занка начинает нервничать, когда Джабер говорит ему тоже раскрыть свой потенциал, потому что он не может ничего сделать, кроме как размахивать своим забавным посохом. Вернувшись к Рио, она внезапно оказывается на земле и не может пошевелиться. Все ее тело болит, как будто ее ударило молнией, но она не понимает, как это могло произойти, ведь она просто коснулась волос Ноа. Она не может понять свою силу. Поэтому Ноо решает объяснить ей. Она говорит, что общеизвестно, что волосы накапливают статическое электричество, когда их трут о пластик, а ее главный инструмент — расческа из пластика.